Привет! Следующий видеоролик по нашему большому такому весомому большому проекту 161 квадратный метр. Следующий вид работ у нас предстоит. Это шпаклевание. Все, что связано со шпаклевкой. И изначально скажу, что хочу показать, что у нас уже сделано, и что мы будем дальше делать. Ну, понятно, что мы будем делать, но что уже сделано. Как бы мы ни старались действовать идеально поступательно, каждый этап полностью завершать, и чтобы начинать потом только следующий, так не получается в силу неких, обстоятельств, объективных обстоятельств, непреодолимой силы обстоятельств. Ну, это нормально, это жизнь, она не обязана быть как математика, точная, ровная, идеальная. Поэтому какое-то что-то, часть каких-то работ у нас осталась с каких-то прошлых этапов, где-то что-то. Ну, опять же, в силу неких обстоятельств. Но мы будем постепенно где-то подгонять, подтягивать какие-то участки. Не потому, что мы не хотели, естественно, мы очень бы даже хотели, чтобы все было как цепочка, чтобы друг за другом, но, как там пелось, да? Жизнь жива, мысль мертва. Как-то так. Ладно, пойдем покажу, чего уже сейчас на данный момент сделано и что у нас есть, с чем нам предстоит работать, с чем нам предстоит начинать такой вот серьезный этап, самый, наверное, обширный этап работ по потолкам с лепниной, на мой взгляд. Как мне кажется, если мы берем во внимание, что мы работаем со всей плоскостью потолков, не с лепниной, а со всей плоскостью. И с лепниной, и со штукатуркой, и с карнизами, все-все-все. Шпаклевание. Значит, что у нас есть для этого? Так, я пойду слева направо, это первая комната у нас слева, я пойду по левой части квартиры, потом по правой. Здесь штукатурка, штукатурные работы, восполнение штукатурных утрат. Здесь оно везде фактически завершено и подшкурено. Все прошкурено, готово все под то, чтобы дальше уже работать шпаклевкой и грунтовать перед этим. И здесь розетка не заделана, еще розетка не отмазана, и лепнина здесь тоже не отмазана. А вот так, если посмотреть, вот так вот. Я сейчас сделаю вот так, чуть-чуть приближу. Вот, видно, да, такие провалы. Чуть местами есть, местами нет, местами есть. Надо, чтобы было одинаково. Значит, провалы надо убрать, скорее всего. Вот там тоже. Ну, много где вот эти вот провальчики. Вот я сейчас пальцем попробую. Вот здесь. Вот такие вот. Надо их подубрать чуть-чуть. Потому что под мелом они были не видны. Когда там был мел, он забивал их полностью, получается, да? Мел их полностью забил. А сейчас под покраску, а здесь будет покраска, нам надо, чтобы было однородно. Как вот с этой стороны. Вот, как с этой стороны получается. Вот. Как с этой стороны, так и должно быть с той стороны. Ну, по моему мнению, так. Ладно, следующая комната. Здесь лепнина уже подмазана. Тут такая же порезка. Здесь уже лепнина подмазана, тоже штукатурно все завершено. Пошкурено все. Вот тут прям полностью готово. Это хорошо. Здесь полностью готовая комната получается. Вот видно, здесь вот такого провала нигде нет. То есть это, конечно, им было очень неудобно мазать, поскольку тут 20 сантиметров вот так. Но все подмазано. Все подмазано, было так же. То есть здесь лепнина готова. И сама поверхность, все готово. Карнизы готовы, сам потолок подготовлен. Ну, по крайней мере, расшкурено. Так, пойдем дальше. Здесь у нас розетка неприкаянная. Никак не дойти до нее, потому что мы тут всякими новодельными еще делами занимаемся. И там ролик я снимаю еще параллельно. Вон там у нас и карнизики, и все такое. И там и розетка вытарчивается. Возможно, вы уже видели этот ролик. Я хотел, чтобы он раньше был, но я снимаю их параллельно. Ну, чтобы не разбивать этапы. Розетку, понятно, тут надо подмазать, что-то штукатуркой, что-то смесью, и в принципе сама комната здесь готова. Но здесь тоже не подмазана, по-моему, лепнина. Да, чуть надо будет с лепниной что-то поделать, а так-то все плоскости готовы. Здесь готово все. Розетку надо будет хорошенько тут шпаклевать. Вот это все, вот эти вот такие штуки, это на самом деле, по-моему, я показывал такое, да, что это все такие фана целлюлитные. Это целлюлитик. Может, отсюда будет видно. Наверное, отсюда лучше видно. Это целлюлит. Фана тут, конечно, такие. Но собственники хотели именно конкретно эту розетку, а вариантов у нас особо не было уже. И зачем? Мы справимся с этим целлюлитом довольно легко. Главное, что у нее внутри целлюлита нет. Вот здесь. Тут все ровно. А вот края, которые тонкие, там такие уши, вот они такие мятые немного. Ну ладно, мятые.
Это розетка тоже, она повидала жизнь, повидала некие виды. Так, две комнаты тут у нас получается. Одна из них гостиная, скорее всего, вот эта. Там прихожая, тут гостиная. Ой, пойдем в прихожую сначала. Покажу, что там в данный момент. А там ничего. Вот. И здесь мы не трогали. И хотели сегодня, я хотел прям начать. Думаю, нет, куда-то подевались наши 20-е перья. Надо будет перья, и это будем потом делать когда-нибудь. Может быть, даже завтра. Здесь у нас стоят уже куски новодельные. Повороты карнизов мы сделали, розетку сняли. Она накладная, мы ее сняли и передвинем ее вот туда. Тут будет уже новый центр. Будет как бы вот этого нового помещения. Тут как бы получается. Разделили прихожую на две этих самых. Ну, собственники так захотели разделить ее на такие две зоны, получается. Вот. Поэтому розетку мы переместим чуть-чуть вот сюда. И так, когда все будет готово, тут не будет понятно, что здесь новое, что здесь старое. Ну, по крайней мере, я так думаю. Вот там бывший коридорчик у нас тоже теперь есть. Что-то прям недавно закончили этот этап работы тут. Карнизик пришлепнули. Так, и это, скорее всего, у нас будет гостиная, а там, скорее всего, это столовая, поскольку там туда дальше кухня. Вон там, за проемом туда, в ту сторону. И здесь у нас готово полностью. Здесь полностью отмазана лепнина. Ну, я имею в виду углы декоративные, порезка и розетка. Все готово, все подготовлено. Все плоскости пошкурены, карнизы пошкурены, все как бы, все готово. Я что вспомнил, что надо начать ролик это самое снимать, потому что вот я уже все наприготовил. Вот. Пуцгрунт приготовил, чтобы вот прям поставил козырь, чтобы начать. И вспомнил, ой, надо же начать новый ролик. Надо. И здесь также. Здесь то же самое. Та же картина, как и вот в столовой получается. Гостиная, столовая, такая же картина, как и там. Здесь полностью все готово под шпаклевание, под работу шпаклевкой. Тоже вся лепнина подмазана. Получается, розетка подмазана, все заделаны штробки, все трещинки, все, она прям хороша. И, собственно, яйцы, которые ионить, тоже все готово. Все подготовлено, вставлены вот эти новые участки у нас. Здесь был разрыв, кто смотрит, да, тот помнит, кто смотрит с самого начала. Наши ролики все по этому проекту тут видел. Тут был разрыв, тут ничего не было, это полностью восстановленный участок. И этот тоже напротив. Потому что когда-то здесь был какой-то коридор, вот так он проходил, вот там новые яйцы, вот они там, белые, светлые. Здесь был полностью разрыв, была стенка. Но сейчас стенки нет, сейчас полностью комната восстановлена в историческом виде. Поэтому вот, здесь вот так. Короче, эта комната тоже готова. Вот, и сейчас я буду пигментировать грунтом. Здесь пошкурено же. Буду слегонца обеспыливать, проходить еще до обеспылив. Что-то мы же изначально у нас все было покрыто им. И теперь точечно то, что где мы мазали, где мы что подшкурили, теперь точечно это участки надо будет покрыть пуцгрунтом. Мы уже так делали раньше, и это хорошая такая тактика, прикольная. То есть, чтобы получить опять равномерную такую плоскость, покрытую адгезионным грунтом. Вот. Как бы простое действие такое, но оно очень хорошее. Ну, я вижу это очень таким полезным. Полностью опять сделать целостное такое покрытие пуцгрунта, поскольку он здесь есть, он здесь, а здесь, где мы мазали, конечно же, его нет. И нам надо вот эти вот участки как бы добавить его сюда, чтобы потом хорошая адгезия была, шпаклевки и так далее. Потому что мы будем здесь клеить сетку. Чтобы подравнивать и вообще армировать сеточки еще. Так что хорошая адгезия, это прям нам очень нужно. И та поверхность, которая там получается, она такая прям очень хороший зацеп собой представляет для шпаклевки. Ну и для штукатурки, для всего, в общем. Так, а тут тактика будет чуть отличаться, я смотрю. Потому что раньше мы чуть увлажняли, но как бы, может быть, и не надо. Или не сильно, или не везде. Сколько вот я не трогал здесь уже сделал чуть кусочек. Смотрю, мы раньше чуть увлажняли, чтобы было более заметно. Но, опять же, вот минус вот этой вот волны, которая нам попалась, да, мы в каком-то ролике про штукатурку там об этом говорили. Она светлая, и ее не видно. Ее не видно вот на этом этапе, и это не круто. Это ей в нашем случае, конкретно для меня лично, пускай будет так, пускай звучит так. Для меня лично это минус. Лучше пускай она была бы вот такая, а вот это по текстуре я скажу, что это, скорее всего, МП. Так что МП норм, МПшка хорошо, МПшка нам подходит и классно.
И в следующий раз мы будем, наверное, ею только пользоваться. Не будем выдумывать эти все Рокбан, то это, там, вот эту волну. Не надо. Ладно. Что, обеспыливаем для начала. Это уже обеспылено было. Но все равно надо еще раз. Ну, лишним не будет. Все нам не нужно, все плоскости не нужны. Кстати, вот такая текстура получается. Телефон даже, он ее додумывает чуть. Современные телефоны, конечно, такие мрази в этом плане, что кто работает, тот знает, да, если там под правильным углом, под правильным светом сфоткать, то там, ну, как бы, везде можно искать косяки там и так далее. Вот так современные телефоны работают. И они видят здесь, вот глазами я вижу здесь просто норм, а телефон показывает, это я телефоном сейчас снимаю, не камерой, а телефон показывает, что здесь какие-то кратеры дикие, он показывает, что здесь такая прям текстура. Нет, на самом деле это все чуть попроще. Что здесь прям, я не знаю, там 5-миллиметровые вот эти вот бороздки. Не-не-не, тут все попроще глазами. Короче, это хорошая вот поверхность. Это уже здесь пустгрунт. Естественно, мы уже проходили один раз все. Перед обработкой, штукатуркой. Вот. И вот такую поверхность он выдает. Это для шпаклевки это прям вообще вот звук. Вот такой. Для сравнения звука на лепнине. Угу. Ладно, сама работа простейшая. Не надо 150 тысяч IQ, тут чуть-чуть обеспылил просто. И можно бы, наверное, раньше мы для обычной штукатурки, чтобы видеть прям мельчайшие где-то что-то, мы делали вот так. Чуть-чуть, просто чуть-чуть, легкое увлажнение. Но если я вот сейчас увлажнил, вот белое, видишь, ничего не видно. Так что, наверное, тут, где белые вот этой волной мы заделывали, наверное, не надо увлажнять, я думаю. Это не стоит, можно пропустить этот момент. Потому что мы увлажняли чисто для того, чтобы лучше видеть. То есть оно вот хорошо становится видно. И особенно где-то какие-то пятнышки, где-то что-то. Ты мог взять вот так вот пройти, чуть-чуть там, и сразу вот темная штукатурка, она чуть как бы подвпитала водичку, ее очень хорошо видно на фоне вот такого вот чего-то обработанного. Вот. А вот на самом деле вот здесь бы и стоило мазнуть, так что, наверное, надо по чуть-чуть там, чуть-чуть слегонца, потому что это где-то пошкурено. Это шкура, ну, это следы как бы перешкура. Тут была наждачка, что-то, видимо, что-то делала здесь, и наждачкой что-то как бы протерли. А может, изначально, когда мазали, может, не потрогали. Во, пускай будет. Делаем вывод, что пускай будет. Пускай будет слегонца, так чуть-чуть будет неплохо. Оно сразу становится виднее, где можно бы еще разок что-то проделать. Так, кстати, да, что говорили тоже в ролике про штукатурку, говорили, что про штукатурные работы, про восполнение, утрат штукатурной смеси. Вот, там же тоже мы работали этим материалом, что в нынешнем вот таком виде пуцгрунт каймановский, он как бы мало осаживается. Вот, я не знаю, меньше, намного меньше, чем Grudiner Farb VP, который, аналогом которого, по идее, является или не является вообще. Вот нет, он не усаживается. Он как бы, ты его перемешал хорошо, и вот он так стоит в таком виде, в виде сметаны. И он готовый, да. Мы думали, что этот чувак, вот он там. Мы думали, что, и по-моему, раньше он был все-таки, как и Grudiner Farb VP, он был концентратом 2 к 1, а сейчас это готовая штука. Ну, в виде, вот, пуцгрунт кайман. Пускай будет так. Это готовое, как бы, готовый материал. Вот на белом, как его видно. Смотри. Ой, на темном, как его видно, смотри, хорошо. А вот на белом ему уже не видно. Может, камера его видит? Камера видит его, глаза так не видят. И под цветом особо здесь не поработаешь жестким, поскольку это будет, ну, не очень-то хорошо. Поэтому надо как-то вот усредненно. Чуть-чуть подбрызгивать, чтобы видно было вон пятнышки какие-то, водички, чуть-чуть. И так слегка, и потом все вот так вот перепройти еще раз. И вон белым по белому, по сухому, нормально, хорошо. Там хотя бы что-то видно, хотя бы что-то так видно, когда светлое. И вот теперь мы, получается, покрываем, все у нас будет однородно, полностью однородно. Где было, где пошкурили штукатурку и опять нанесли, опять у нас будет, ну, как бы, будет хорошая однородная поверхность для шпаклевок, там, для всякого такого. О, давай там наверх сейчас мазнем чуть.
Вот здесь можно мазнуть сразу, да? Заделать этот участок. И здесь мазнем. Хорошо такой материал наносить кистью, размазывать, вмазывать прям кистью. Да, я помню, раньше на груди фарб ВП везде рекомендовалось работать кистью, чтобы это самое, чтобы хорошо вмазывать. Вот так. И вот так. И так все по кругу. Надо обойти полностью теперь все, что нам доступно. Ну, всю квартиру, грубо говоря. Все вот там 5, сколько у нас, 5 помещений. Но столько надо обойти и привести все вот в такой вид. Так, а что? А я прям в камеру. У нас же осталось еще какое-то количество. Ой, надо протереть. Осталось еще какое-то количество комнат. Вот это вторая комната слева и та, где мы не проходили второй раз. Получается, как он? Пуцгрунт. А теперь, ну, те места, где мы вот заделывали, то, что подшкуривали, теперь вот так, чтобы однородную поверхность получить. Допроходим, в общем, лепнина здесь не готова. Нет, здесь готова, здесь готова. Вот там справа не готова, и слева. Но у нас там вещи. Вот. Туда нам не пойти пока. Потому что там приблизительно вот так. То есть туда не встать, не залезть, ничего там не сделать. Ну, как бы, не круто. Надо быстренько нам новодел, у нас параллельно идет, новодельную комнату сделать и туда все вообще вот это убрать. Столы, тут все, инструменты и так далее. Чтобы можно было здесь тоже то же самое сделать. Очень шумно у нас. Сверх шумно у нас. Очень шумно. Ну все, поехали. Заделываем эту штучку. Все вот это вот. Все приготовлено, грунтовано, все готово прям. Штукатурочкой. Опа. Ты что там? Ой. Ой. А я ничего, я шкурю. На шкуре. Тут подмазывается. Ты зачем ногами походила по этому самому, по потолку? Так получилось, я просто перепутала потолок с полом. Ну ладно, не перепутай, пожалуйста, ходи нормально. Ой, мы чего? Мы тут с товарищем все разметили. Те потолки, нам доступно 4 потолка. А, кстати, надо еще тут, что-то мы подзабыли. Тут что-то было заброшенное у нас, это самое, прихожая. Надо тут тоже сеточка. Сеточку. Везде мы все сделали разметку под сетку, везде отбивка. Не знаю, камера видит, наверное. Отметки, отбивка. Вот. И будем нарезать сетку. Это хорошо. Мы так, по-моему, так мы еще не делали. Мы делали как-то по комнат, типа приходишь к комнате и делаешь, а мы тут сейчас на весь возможный объем все сделаем. Прям приготовим все там с этими с размерами, с разметкой, прям заготовку такую сделаем, заготовление на весь возможный объем. Что в этом объеме не участвует там одна комната или сколько, но объем внушительный, там больше 100 квадратных метров, наверное, будет потолков. Так что сделаем мы так же, как делали раньше. Видно же, наверное, отбивку, да, вот видно красную линию, метки. Такая обширная. Раз, два, три. А я говорил 5, нет. Все-таки будет 5 помещений, надо будет еще в прихожей это сделать. Ну, там пару кусочков, но все равно это надо сделать, чтобы сделать такую работу. И еще это помещение. А в этом помещении мы пока не будем делать, потому что здесь у нас вещи. Нам надо будет сначала сделать какое-то помещение, а потом вещи, раздевалки там и все такое вот куда-то забрать и потом здесь сделать. Ну, почти все мы захватываем, почти все старые потолки мы захватываем в такой работе. И в этот самый... В падугу мы попробуем, пока я не знаю, как пойдет. Ну, думаю, пойдет, но мы попробуем. Не 5 на 5 сетку, а 2 на 2. То есть на потолок 5 на 5, сюда 2 на 2. Попробуем так. Ну, не думаю, что если это как-то чем-то ухудшит, то что это сильно ухудшит. Может, это даже улучшит. Но это должно быть полегче для рук. Для того, чтобы работать руками, особенно в таких вот маленьких падугах. Она действительно малюсенькая. Вот. Она малюсенькая, туда надо вклеить сеточку вот так, чтобы было. Маленькую сеточку, но надо.
Это очень неудобно, она очень маленькая. Да, кстати, я поднимал, когда размечали, разметочки делали свои, да, вот эти. Я смотрел, что это самое. Смотрел, как сделано. Это сделано только с помощью штукатурки. Если это сейчас мелом побелить, это будет уже четко и клево. Это уже готово. На самом деле это уже готово. Но если не брать во внимание какие-то там, что-то, какие-то дырочки какие-то, что-то такое. Ну, я считаю, что это прям, это готово. Это хорошо, это готово, это полностью восстановлено. Дальше будет макияж. Шпаклевочный макияж ожидает. Но если бы надо было бы именно забелить там толстым слоем меловой побелки каким-нибудь, это пожалуйста. Это уже пожалуйста, это уже полностью под это дело готово. Причем здесь я вижу, даже девочки подмазали уже саму эту саму лепнину гипсовую. Вот так. Не снимай, у меня что-то на голове не очень понятное. Я стесняюсь. Ну, как раз за лампочкой. Ну да, есть немного. Вот что, клеим сеточки. Активно клеим сеточки. Наконец-то мы активно клеим сеточки. Сюда надо будет активнее всего. Мы тут поклеили еще, шпаклюем и шпаклевываем. Чтобы до конца сразу, быстро, пока оно все такое еще влажненькое, чтобы быстренько дойти до конца. И можно было сюда вещи наши стащить, комнату освободить. Надо же еще в карнизах работать. Ну так вот. Здесь сетка плюс один накрывочный сразу же. Ну вот видно пятна, это собственно, понятно, что. И там следующий накрывочный сразу же круг за кругом. И, наверное, еще один будет, чтобы загладить это все дело. Ну и как-то так. Значит, везде оно, как бы потолок опускается чуть-чуть от самого карниза. Поэтому такой идеально ровного, естественно, ничего не получится тут. Но это будет намного ровнее, чем было до этого. Тут не видим еще под лампочкой. А что ты снова на камеру снимаешь? Что ты снова начал на камеру снимать? Ну, что-то, я не знаю, она как-то не фокусится на пальцах, телефон какой-то глупый, он фокус на пальцах ловит. То есть показываешь ему пальцы, он такой, вот, и как бы ему надо пальцы. Не воспринимай твои пальцы. Да, и камера, она всегда, у нее вот такой классный, как бы, стабилизатор. Встроенный, правда, но я хожу спокойно, одной рукой держу, и все классно. И как бы стабилизация всегда есть, все хорошо. Телефон как-то по-другому, и плюс она здесь лежит на объекте, так что вот. Просто лежит здесь, на объекте, камера. И можно бесконечно снимать на нее. Вот так. Вот так, все, высохло, тут высохло уже. Тут, по-моему, надо будет еще что-то там, какие-то финишные стоя. Вот сюда мы хотели вещи притащить как-то побыстрее. Но мы все-таки пошли дальше чуть клеить. Оставим, пока сделаем именно потолки доступны. Потом пойдем уже внутрь в эти сеточки, микросеточки. Ну, в принципе, вот оно так вот выглядит. Нормально, наверное, нормально. Но это так, без направленного света. Хорошо, потом подшлифуется, надо будет посмотреть, может еще что-нибудь. Но тут так, тут два слоя еще сверху. Тут как бы сетка, закрытая сетка, еще два слоя сверху пошпаклевано. Как знать, может это уже и хорош вот так. Вполне себе выглядит. И тут вот начали сюда вот прирезали сеточки, приготовили, и тут тоже. Вот это уже получается сеточка прикрыта. Наклеили, прикрыли ее. Вот хорошо видны эти самые. Где что там происходило. Где больше, вот серая такая, это самая. А мне серая это больше, где ямки какие-то были, еще тут на стыках обычно больше, вот накидывается чуть. Ну, как-то подравняется постепенно, почему и да. Так что вот, потихоньку все преображается, потихонечку. Ну, наконец-то пошли в ход сеточки, маленькие сеточки. А это же чтобы слишком маленькая какая-то, не получилось. Ну, может. Это какая-то детская. Ну, подожди. Тут. Помню про ведерко, да, на гору вынести ведерком надо было. С водичкой, да, вот. Анекдот такой был. Вот это вот детское тоже что-то. Не знаю, надо больше. Чуть-чуть больше, да. И эти меньше чуть-чуть. А так-то вот. А они могут наверх. Не, там, на мало. Надо меньше вот эти промежутки делать. Тут сантиметра по 3, наверное. И меньше вот эти, чтобы тогда больше площадь будет пересекания тут. И это маленький размер, наверное.
Это было сколько, наверное, 5 на 5, 6 на 6 что-то. Его даже не видно, наверное, камера не видит их, да? Ну, вон, желтенький. Желтенько видит. Короче, я не знаю, если мне будет не лениво, то я найду ссылку, где мы это все делали, где мы это все придумывали, как такими штуками обойти углы, кто вдруг не видел. Это было давненько, уже пару лет назад как минимум. То есть это штучки для обхождения углов. И тут сетка самая минимальная 13, да, у тебя? Ты сделала, да? Нет? Угу. Вот сюда, тут вообще малюсенькая. Она расстояние там в падуге где-то, по-моему, до 16 это вообще по всему размеру. Но нам нельзя же по всему. Надо, чтобы снизу сверху что-то там оставалось. Сейчас она даст, попробую. Примерю, как она. Надо каждый раз примерять. Вот то, что вчера шпаклевали. Тут прямо яма была. Ой, ужасно. А так-то вот, все потихоньку преображается. Вон тут столько было всяких ямок. Ямочки. Теперь все стало гладенько. Посмотрим, потом, если при надобности, потом пройду шлифмашиной туда-сюда. Может, еще, если надо, будет еще раз пошпаклюем через грунтовочку разок. Ну, так-то норм, так хорошо. Наверное, да. Стало совершенно по-другому. Еще пройдем эти самые карнизики. И сеточку вклеим сюда, в падуги. Ну, будет, наверное, вообще хорошо. Хотелось бы верить. Вот так маленькие. Вот так сразу пачкой можно прям отрезать и все. Да, ну прям не надо подать. Можно как угодно вообще. Так вот. Но все равно, задача же, чтобы согнулась, она вот так вот. У тебя в углу вот так получается. Хоп, и вот она. И да, двойка. Я что-то решили попробовать двойку, короче. На эти маленькие падуги, тут есть большая, тут одна, по-моему, и все. Дальше вообще микро эти падуги, очень такие прям, ну, малюсенькие. Сейчас пойду, кстати, померяю вот эту сеточку. И решили двоечку попробовать. И она же мягче, она, ну, как бы удобнее нам будет сработать с ней. Я не думаю, что будет прям какое-то сильное нарушение для падуг, если мы вместо пятерки будем использовать двойку. Потому что, ну, как бы она нежнее. Проще будет, наверное. 13 выглядит в 16. Тут было 16. Вот тут она кончается, вот мне палец. Вот это уже пол. Туда нельзя, надо вот отсюда. Ну да, по 2 сантиметра с каждой стороны, наверное, но точечно, вот так точно мне не надо. Потому что если ошибка будет, эта тварь, если начнет сюда вытарчивать, где-то куда-то, это будет нам очень, может быть, плохо. Можно, конечно, больше, можно, наверное, 14 резать. Ну, наверное, да, 14 делать. Еще сантиметр добавится сюда. Не знаю, как оно будет видно. Никак не видно, да? Ну, такие у нас съемки, невидимые. В общем, вот она такая. И она сюда ложится, она хорошо обнимает. В принципе, тут целая с этой стороны. Все хорошо. Ну, вот я помню, там было. По той стенке вон разрушения были. И по той стенке были. Там такие же. Самые, прям в падуге. Вот против этих растрескиваний, вот таких продольных, вот это мы вот и применим. И углы, конечно, вот этими треугольничками углы заармируем везде. Как бы, ну, мы так делали, это уже как бы, это уже понятно нам, как сделать. В этом нет задачи какой-то интересного чего-то. Это просто, ну, как бы мы уже так делали. Мы так делали даже не один раз. Так что вот. Поэтому это такая рядовая, теперь уже это одна из рядовых задач. Ну, как бы я так мыслю в данный момент. Да, вот я говорил, что вот эту розетку мы делали, это я хотел вмазаться реально, вмазаться задачей какой-то, как это самое. Ну, надо было что-то сделать, что было бы необычно, что было бы не банально. Вот эта розетка была не банальная, да, что мы ее сделали. Кстати, скорее всего, это отдельные ролики, и, скорее всего, этот ролик уже был. И сейчас появится ссылка на ролик по всему новоделу, который был в этой квартире сделан, на этом объекте. Прямо сейчас она появится у вас вверху. Я к тому, что вмазаться реально, то есть, ну, не хватает задачи. Помните, я вырос просто на Шерлоке Холмсе, такая книга была, не помню в чем переводе, там было все, кроме этюдов в багровых тонах. И я вот до сих пор помню, там, типа, дайте мне задачу, и там чувак такой, дайте, я без задачи не могу жить. И так же и тут. Мы закончили на данный момент, огромный проект нескромно, где у нас были там картуши по 4 квадратных метра огроменные. После них, как бы, вот такие потолки, какие-то новодел, это все, оно классное, оно крутое, но оно, ну, как бы после того, это оказывает очень низкое влияние на центральную нервную систему. А хочется, чтобы это влияние на центральную нервную систему, да, было такое повеселее, чтобы тебя прям, ну, возбуждало, чтобы это было такое возбуждение прям, да, что ты такой, надо сделать, я хочу сделать. И вот эту вот розеточку, это делал только из этих, как бы, соображений. Мы могли бы взять любую новую туда поставить на место нее, и как бы всем было норм. Но мы решили ее восстановить, потому что это было интересно, потому что мы так не делали раньше.
То есть, как можно вот собрать и восстановить, и что из этого получится. И оно как бы получилось, ну, вроде бы в данный момент так. Так что вот, насчет конкретно действий, которые я сейчас говорю, вот по всем падугам мы пойдем, по всем карнизам будем шаблонами проходить, мы это уже делали. Это не представляет какого-то особенного интереса, ну, как бы, в целом. И мы это делали, мы это снимали, уже были видео, все это пройдено, это как бы ни о чем. Это просто работа, которую надо выполнить механически, потому что мы как бы договорились о ее выполнении. И за этим больше ничего нет. Задачи нет за этим, понятно? Задачи нет. Ну, на тебе сеточки. Ручки, смотри. Сколько там тысяч, десятков стоил этот маникюр? Покажи маникюр. У вас упало. Какой маникюр? Покажи Вот маникюр. этот вот маникюр. О, целыми днями сидит на этом маникюре. Ну, и так его делала. На самом деле круто. Вот. Уголочек есть, сеточка есть. Все есть, а мы с товарищем идем вверх. Часть шаблончика не проходит. Вот видно, где мы еще не прошли, а вот видно, где прошли. Они пройдут вниз, потом они пойдут по кругу, а мы по низу пойдем. Будем друг за другом видеться с ними, будем тут развиваться, расплюхиваться. Вот. Вот, шаблончики плавают. Вот так. Здесь вот. Все это я не акцентирую на этом, мы это уже где-то когда-то показывали. В каких-то роликах у нас было, как мы это делаем. Делается это банально просто руками. И сеточка хорошо клеится очень руками. Намазывается и приклеивается вон лапками. Как по наждачке. Ну да, это тоже пилинг, или как это называется процедурочка. Да, все правильно. Пилинг происходит у них там. Да, и вот, и чистенько. Потом сразу можно по кругу пройти и подшлепать еще сеточку, потому что она проглядывает чуть-чуть. Ну, сначала обед. Ой, Я хочу кормиться. женщины, это да, конечно. Все время жрать, все время еда. Мужики жрать не хотят. Женщины хотят больше. Просто количественно, по количеству выделяемого желания, энергии, желания еды, они хотят больше. Это известный Мы вас факт. об этом говорим очень 4 раза. Известный факт. 4 раза женщины больше голодные. Да? Кормежка. Вот-вот. Кормежка. Вот пока по кругу дошли, есть возможность посмотреть, как оно было, стало, да? А ну-ка, пойдем вверх. О, сетки тут вот не заделано. Тут вот намазывается вот так. А тут вот так вот стало после того, как мы прошлись. А ну-ка, свернем чуть на секунду. Опа, давай отсюда. Ну вот так. И потом только подшкурить надо будет, и все. И это будет готово, это будет хорошо. Девочки ведут, они же вот так сделали. То есть надо еще прикрыть, пройтись, поприкрыть вот эти вот штучки. Ну да, она получше, чем двойка получше, чем пятерка, но хотя в плане того, что она ложится получше. Хотя тоже размер зерна, вот не зерна, а ячейки, плюс площадь приклеивания, скорее всего, у нее выше, чем у пятерки. Поэтому, ну, не знаю. Ну, мы уже так сделаем здесь двойкой. Но площадь у нее по-любому больше, чем у 5 на 5. Соответственно, не ослабляет ли она слой чуть больше, чем пятерка ослабляет его. Скучно очень? Конечно, скучно. Это скучно очень. Да, не весело тут. Так что вот такое. Тут намазано, тут эти самые. Тут пройдено шаблоном, и потом когда-нибудь это подшкурится. И это можно будет красить. Наверное, и так. Но и здесь раза 3 надо еще. Нет, 2 минимум. Ну, 2 минимум точно. Надо еще раз пройтись. Может, сейчас не по кругу успеют. Потому что они оттуда начинали, и там толстенькое, я вижу, нормально, там еще влажно. Они сейчас пойдут по кругу, раз накроют, и потом, может, успеют, еще раз накроют. И здесь нам подмажут. А мы еще низ сделаем, вот этот блок. А это уже маляр будет делать. А мы вот этот кусок еще сделаем, обойдем таким же образом. И получится это все готово. А лепнина здесь фактически сделана. Надо будет еще пройтись, чуть-чуть посмотреть. Вот я вижу дырочку, вижу какую-то штучку там. Чисто тут же пройдено, но надо еще разок, наверное, пройтись, посмотреть со всех сторон. В принципе, хорошо. А нет, ничего не хорошо. Кто тут делал? Вот тут делали. Вот косяк, видите? Косяк. Накосячено. Вот, это косяка. Надо, вот поэтому надо пару раз пройти. А тут уже ходили, смотрели на всю эту, именно на гипсовую лепнину. Ну вот видно. Это так не должно быть. Вот так. И к нам пришел, у нас на печке лежала розетка, и мы под нее сейчас подготавливаем. Это накладная из прихожей. Вот розеточка. Ну такая тяжеленькая еще. Ну, слава богу, нормально, хорошенькая.
И мы тут все шпаклюем, многократно прошпаклевываем, зашпаклевываем, мажем. Или я? Ты там делаешь, а я там делаю. По-моему, я тут одна стою. Нет, ты там не одна, нас очень много всех на Я самом не деле. знаю, где вы. Все вот так все делают, замазывают, зашпаклевывают, и тут, и там. И вот тут, и вот там, и везде. Тут зашпаклевано, тут заклеена сетка на 1 раз, по-моему. Надо еще закрывать 2 раза поверх. Вот. Оно сейчас выравнивается, все будет хорошо, наверное, когда-нибудь. Пальцами тут, видно, пальцами намазывается все, и потом сеточка. Ну, как мы и делали, так мы и, собственно, и продолжаем. Что такого? А потом хоп, и вытер, и нормально. Давай посмотрим вблизи, так интересно. Мы же так делали, да? Ну, пришел, удобнее всего сюда не инструмент наносить, а руками. Намазал руками, потом сетку вставил туда. И потом после этого, вон там видно, как оно снялось, гибким, хоп-хоп, вот так, тынц-тынц-тынц-тынц-тынц. И потом это пристало, и потом еще 3 раза сверху можно прошпаклевать, чтобы это все скрыть. И здесь большая сетка 5 на 5, двойка у нас закончилась, ну и нам в принципе хватит. Тут и падуга большая такая, нормально. Двойка как бы веселее, вот кто клеит, Ксения клеит, говорит, двойка более нежная такая, 2 на 2. Ну это мы такое работали раньше. И то имеет право на жизнь, наверное. Неплохо, в общем. Хорошо, что-то армируется, углы вон тоже армируются все. Так что вот. Все, и оно как-то быстрее идет, короче. Раньше мы как-то вот, когда мы только пытались это делать, как-то придумывали, как бы лучше, как то, когда ты уже четко все понимаешь, ты делаешь, ты не думаешь, не останавливаешься, просто шлеп. Ну, как-то так. Розетку показывала, куда поставить, не показывала. Вот сюда надо поставить, вот видно, угадывается кружок, где она раньше была. Все, пошпаклевано, высохнет. Даже не то, чтобы высохнет, даже подстанет. Она сейчас довольно-таки, только недавно зашпаклевана, жидкая. Подставить, и можно будет поставить сюда розетку, установить, пускай сохнет все вместе. И здесь потом останется хоть чуть-чуть падуги пройтись. И, наверное, заливкасить эти тяги. Потому что здесь шаблон не делаю, я здесь хорошее состояние, можно просто поливкасить тяги сами и готово. Потом просто перешкурить. Ну как просто? Ну, чужими руками просто перешкурить. В данном случае нашими руками зрителю просто перешкурить. Вот. И это будет готово как бы помещение прихожей. Вот так. Ну, ничего так, нормально. Наверное, нормально. Наверное, неплохо это все выглядит. У нас теперь вот так, у нас теперь тут розетка обратно вернулась. Вернулась розеточка. И все шпаклюется. Тут уже, по-моему, сюда не было этого самого. Шаблончиков не делали. Ну, потому что тут было довольно целое все. Поэтому здесь левкас. Здесь просто кистью проливкашены эти самые. Ну, я думаю, видно. Эти сами обломы карниза. Вот. Все пошпаклевано, и все будет ждать теперь ошкуривания. Вчера мы пошпаклевали, видно еще мокрые пятнышки. И вот. А так-то большая часть уже плоскостей уже как бы и сделана. Где-то местами сетка поклеена, надо несколько слоев. Где-то потолки полностью уже шпаклеваны, где-то надо еще пройтись по этим. А в большей части помещений надо пройтись именно по карнизам, шаблонами. Это да, длительная тема будет, особенно здесь. Особенно в этом помещении. Тут было все сложно, и разбитенько, так и сложненько. И корявенько все было, но сделали и штукатуркой, хорошо поработали. И теперь останется еще хорошо поработать шпаклевкой, чтобы привести этот весь массив к хорошему какому-то внешнему виду. Почему внутреннему? Внешнему виду красивому. И тогда все заиграет. Оно все больше и больше начинает играть. Да? Чем больше подшпаклевывается, чем больше выравнивается по каким-то тонам, да, все как бы цвет выравнивается, становится все краше и краше. Вот это помещение готово, все ждем, там что-то с окнами какие-то движухи будут, и перетащим сюда, в это, получается, помещение, стащим вещи свои и сможем зайти в комнату, до которой мы никак не можем добраться. У нас слева еще есть комнатенка одна, где у нас вообще не тронуто после этих самых, после штукатурок, всех штукатурных работ, здесь не тронут. Печник уже начал, вот там розетка у нас, кстати, жила наверху. Мы розетку в печке жила, вот какая и ширина, да. И можно было туда и наверх, мы ее когда сняли, демонтировали, наверх ее напихнули, там она тусовалась месяцок, наверное, у нас. Смешно было, да, вещей тут вот, у нас очень много всего, все завалено какими-то вещами, столами и так далее. Мы там в той комнате приготовили все, чтобы полностью переехать туда. Это как бы, как обычно, это очень нервная тема. О, смотри, что написано. Падуга, сетка, плюс слой, плюс слой, плюс слойка, плюс слойка.
Что это такое? Я даже, знаете, про это все писал. Я все сделал. Сделали. Да? Ну вот слой. Ну, не похож на слойку. Ладно, пускай будет слойка. Пишем, короче, пишем, сколько раз мы по падугам прошли, потому что там сетка, потом слой ложится и не видно, сколько слоев. А надо получать 4 слоя, вот накинул. Кто-то, Ксения какая-то, одна из Ксений тут занималась. Слой, 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 слой. А где-то местами, и нет такого, где-то местами, вот, падуга плюс сетка. Я знаю, что в этом помещении вот так. То есть, ну, приходится писать себе на стенках, либо еще как-то, чтобы понимать, что происходит. Поскольку потолки у нас везде получалось нам проходить раз за разом, быстро за один раз, то есть за один рабочий день, скажем. А вот дальше нет. Не получается за один подход сделать, как бы, падуги. Оно все-таки не очень-то, как-то во времени не очень растянуто, получается, кто-то один мажет, кто-то один клеит сетку, вставляет, потом обратно возвращается, пока снимает, пока вернулся до конца, оно еще довольно такое жидко-мокрое, жидкое, влажное, короче, не получается слой наносить. Надо ждать, на это время, пока ждешь, находится другая какая-то работа, а это уже остается на следующий день. И поэтому вот эти вот, как бы, падуги, они оставались на следующий день, а уже какие-то сегодня следующие дни. Так что норм. Насчет грунтований промежуточных нет. Я раньше говорил, что вот если у нас тут пыли нет, какое-то ошкуривание не производится, у нас все было подготовлено, внизу чисто, все классно, мы не грунтуем еще раз промежуточно между слоями этой шпаклевки. Это Ротбан финиш гипсовый, мы не грунтуем. Каких-то видимых движух у нас не происходило, чтобы что-то получалось плохо в этом ключе. Поскольку грунтовать по 100 раз, вот так вот, если ты не выходит, физически не получается заканчивать, как-то подошел и сразу сделал. Нет, так не получится. Надо несколько дней подряд подходить. И все время заливать не готовые какие-то части этим грунтом. Это будет тупо и не нужно. Кому нужно, пускай тот грунтует как хочет. Мы в вот таком ключе не грунтуем промежуточно. Если не было ошкуриваний, пыли и всякого такого. Высохло, классно высохло, супер. Потом увлажнение перед нанесением, чуть увлажнили, нанесли, и все хорошо. Это же в первую очередь гипс. В первую очередь это шпаклевка гипсовая. И действует она как гипс. А к гипсу мы никогда не грунтуем саму гипсовую лепнину. Когда заделаем ее гипсом или подмазочной смесью на основе гипса, это не нужно. Лишняя непонятная жижа туда заливается, которая там не нужная. По крайней мере, вот мне понятно так делать и так выполнять, и мое понимание такое. Кому надо, пускай грунтует, перегрунтовывает 1000 раз. Но я уже показывал, рассказывал какие-то вот эти вот, почему делаем именно так, почему производим именно так. Ну, оно и производится, а производится оно хорошо. Мне нравится. В принципе, мне очень нравится, как оно получается. Если считать, что здесь фактически готово, подмазать эту розетку, все, шкурь крась. Шкурь и крась. И это будет хорошо и достойно. Ну, при необходимости, после того, как вдруг что-то где-то обнаружится после ошкуривания, можно смело пройтись, пошпаклевать еще раз. Используя промежуточное грунтование, естественно. Вот здесь грунтование будет необходимо, если нам после того, как мы ошкурим, отшлифуем, любым способом, короче, будем воздействовать сюда механически. И если понадобится, а скорее всего понадобится что-то пройтись, мазнуть еще раз, вот тогда грунтование. Это будет обязательно. Вот. Ну, хорош. Видок уже хороший. Видок прям то, что надо. Что? Ну, предупредил бы хотя бы шапку. Нормальная шапочка. Я тоже в шапочке. Мы сегодня воскресенье, мы пришли сюда вдвоем, потому что тут придут какие-то чуваки будут, короче, тут будут ремонтеры ремонтировать и будут шуметь, поэтому у нас свободное посещение, и мы вот выбрали свободно посещать выходные, но не прийти на рабочей неделе, потому что, не знаю, но мы вдвоем выбрали вот так, остальные как-то по-другому выбрали. Они готовы шуметь, там будет шум, гам, тарам, это радиодача, будет перфораторы, тут, ну, все это такие веселые вещи. Зато никого нет, мы вдвоем, и мы можем позволить себе вот так сделать. Мы стащили все козлики, которые нашли. У нас теперь прям полноценные леса на полкомнаты. Реально мы захватываем полкомнаты. А делаем мы вот такую штуку. Мы проходим шаблонами.
Тут уже раньше проходили, вот видно, там подсыхает где-то. У нас масса шаблончиков. Ксения мне намазывает, а я иду с шаблонами. Тут какие-то чистые шаблоны. О, кстати, смотри, что. Это подмывать лепку, лепнину. Вот там подмывать, когда запачкал, вот, можно подмывать, можно так делать. Смотри, хопа. И вот, очень удобно. А тут мой шаблончик должен быть. Вот это вот такой верх. Самый верх. Ну-ка, дай-ка сделаю. Я же говорил, да, нумерация везде, номер комнаты, номер шаблона. Ну, как обычно, все такое. Вот так вот должен идти вверх. Вот там. Самый, как бы, от потолка часть. Довольно большой получился. Ну ладно, можно было разделить, но и так, в принципе, проходит. В принципе, хорошо вот так. Мы проходим ярус за ярусом. Сначала вверх, потом вот эту часть посередине и потом вниз. И так на всю длину, естественно, на всю длину. Как бы, сколько можно достать? А достать мы можем много с 5 козликов. Вполне себе можем достать хорошо. Так что вот так. И сначала, да, надо обрезать эти шпаклевали потолок, и туда понавылезли в сторону карниза. Местами счистили, а местами и не счистили. Ну, вот. Ну-ка уберем. А, так лучше, да, чуть-чуть, без прямого света. А, хотел показать, может, по-моему, тут не снимали. Но мы же раньше снимали, уже у нас где-то было. Опа, полоса появилась, где-то поймала парочку этих чуваков. Еще. Тебе зачем снимать? Это смешно, потому что я снимаю вот этой рукой. Вот я рукой держу камеру одной. А я бы ею, наверное, накладывал. Я и ею, собственно, накладываю той рукой, которой я сейчас камеру держу. Так, где у нас промазано? Тут ничего, я все правильно попал? Я, да, попал. Тот шаблон взял, даже все верно делаю. Ну, было вот так, получается, да? Получается вот так. Все просто. Все просто, каких-нибудь 150 метров или 200, я не знаю, сколько тут метров. Много метров. 6 помещений или 5 помещений. Я сбился со счета, сколько тут помещений. И все помещения разными шаблонами надо также сделать. Только, ага, я сюда развернулся. Оттуда туда развернулся. Шаблон надо развернуть, конечно же. И самое главное, на мокрое заходить, как во время любой шпаклевки, да? Так удобнее, так хорошо получается. Лучше двумя руками, потому что мне его водит так, а двумя лучше, легче, проще, понятнее, короче, как-нибудь еще. Вот так. Видишь, косяка получается маленькая, там недоборчик, не знаю, камера может не видеть. Тут мазнуть. Что, подержать камеру? Нет. Да я что, далеко не пойду. И так, что, понятное дело, вот так, одним шаблоном до конца, туда через всю комнату. Здесь у нас 3 шаблона, 1, 2, 3, как бы, чтобы закрыть полностью этот блок, он большой. Ну вот, у меня ладонь, наверное, так. Вот так рука 10 сантиметров получается. 16 сантиметров, 17. И вниз пара шаблонов. И так мы по кругу ходим, и вот когда, ну-ка, где там она получается или не получается. Вот так она получается. Приблизительно. Вот. И да, тут больше зерна. У этого пуцгрунта зерно больше, чем у Грундерфарб ВП. Это точно, потому что что-то уж очень такое оно крупненькое. Ну, как-то оно пошкурится, что-то получится. Но как бы... Хорошо, конечно, на нем много остается шпаклевки. Ну, когда протягиваешь, и вообще, ну, как бы адгезия классная сюда. Ну, цепляется за эти песчинки. Но они как бы, как будто бы крупноваты чуть. Вот, смотри, какие. Чуть как будто бы они крупненькие. Ну, что-то остается там, что-то остается. Вот пошкурим, как-то оно получится. Думаю, неплохо оно должно получиться. Вот так. Угу. Ну, вот так готово. Только один проходик. Это этой самой верхней части. Углы Ксения делала. Она прошлась, углы отдельно. Все углы сделаны отдельно. Я думаю, это видно там. Как-то вот там. Сразу сделаны углы, а потом уже все остальное сверху накидывается, ну, чтобы не было там нашлепок утолщений рядом с этим. И так дальше, вот она пошла уже. Следующий, на следующую пачку шаблонов. У меня уже эта пачка приготовлена, и потом по одному, постепенно, тынс, и подтягивать же можно все вместе. И потом на низ пойдет еще один блок. Вот как раз мы над печкой. Смотри, как удобно, тут можно посмотреть, как происходит все. Печка вниз уходит, вот. Вот так вот. Быстро это? Нет, не быстро. Легко это? Ну, относительно, наверное, легко. Легче, чем если делать шпателем, как мы делали раньше когда-то. Когда мы не знали про чудодейственные эти шаблончики. Опа,
штучка. Когда мы не знали про работу, как можно делать шаблонами, мы делали шпателями, делали прям точечно. Все вообще. Всю плоскость. То же самое, только вот так. Это было сложнее, скорее всего. Это было дольше. Намного дольше, чем делать, как мы сейчас делаем. Ну, смотрите, получается. Это норм. Вон заполнение сейчас покажу. Вот. Это я вот сюда. Там, наверное, миллиметр будет. Вот так. Как раз получится подшкурить. И будет хорошо тогда. Вот все как надо. Накрывочка будет, ну, как приблизительно как родная, гипсовая. Наконец-то мы вернулись в эту комнату. Она икала, говорит, как не перестать икать? Я ее, наверное, напугал. И теперь ты не икаешь, да? И кроме икоты еще все прошло, да? Все естественные все движения. Короче, что, наконец-то мы отсюда подубрали. Это первая комната слева у нас. Там шум, гам, трам-тарарам. Короче, много всех, ну ладно. И мы можем тут наконец-то делать все. Убрали вещи. Можно здесь заниматься. Девочки сразу пошли подмазывать. Подмазывать, а мы пойдем с товарищем этим самым. Пусгрунтом. Вот. Видите? Вот. Пойдем сразу же все сделаем. Потому что здесь уже был этот самый. Здесь уже подшкуривали мы раньше. Здесь подшкурено, просто надо пусгрунтом пройтись. И можно будет тоже шпаклевать, проходить все эти самые тяги, проходить шаблонами. Ну, в общем, заканчивать всю эту движуху. И вот розетка, да, самая такая, видно, сочленение, где детали сходятся, вот эти вот, как бы, примыкание деталей. Надо будет хорошенько тоже посмотреть. Она самая какая-то вот такая странненькая, эта розетка. Мне кажется, Саша хотела ее сказать. Саша хотела, да. Наверное, очень хотела Саша ее поделать, да. Так, тут есть интересно вот то, что, как бы, вот, зная о том, что вот эта, как бы, стенка, она относительно новая, то есть она более новая, чем вся комната старая, которая была, это была одна комната, да, и вот эта стеночка, это как бы отдельная стеночка, новенькая. И вот здесь порезка поставлена, вот видно, за ней видны такие вот как бы, ну, некие пустоты, чуть-чуть недоделано что-то и так далее. А вот на родном поставлено более-менее правильно и более-менее качественно. И это может быть связано с тем, что посадочное гнездо вот в старом было просто уже. Это немного так, ну, немного странновато все такое понимать, потому что как будто бы должно быть все везде одинаково, а вот там не одинаково, поскольку это вот эта стенка, она доделанная, да. В каждом из роликов по этой квартире, по этому объекту я все время одно и то же показываю. Что вот этот угол, это была одна комната, и вот этот угол перенесли оттуда. Вот там эти были углы. Вот этот угол был там когда-то. Это новая доделанная стенка, и она доделана по-другому немного. И порезка здесь поставлена чуть-чуть по-другому. Это та же порезка, просто ее перекрутили местами и как-то не так поставили. И местами вот видно такие пустоты за порезкой. Они прям вот под мелом, как бы было норм, мел их забивал полностью, но краска будет некрасиво, поэтому надо подмазать это, более подровнять, чтобы оно было как-то более слитно, что ли, чтобы стало вот как с этой стороны. Так вот, ну, как бы без вот таких вот дырений. Они просто делались в расчете на то, что там мел забьется все, и у них все прокатило. У нас не будет мела, нам не надо, чтобы прокатило, нам надо все, чтобы все получилось хорошо и гладенько. Была дырка, где ты заделала? А где я заделала? А вон там я заделала. А где не заделала? А я уже крупное все заделала. А вот дальше, вот там есть. Ну, вот там вот дырки. Ну да, за нею. Ну да, вот такое надо, по идее, вот такое, да, по идее, надо вот эти вот штучки, которые отсюда. Ну, мы знаем о них, и потом под новой краской они себя проявят с плохой стороны, поскольку там цветотень туда-сюда. Вот так надо, чтобы было. Надо вот так заделать, как Ксения уже заделала. И так надо по периметру сделать. Так она, на самом деле, она уже с этой стороны все сделала. В этой комнате. Здесь уже давненько готово все. И здесь все хорошо. Но здесь как-то по-другому было установлено. Она говорила, что такой дичи, как там, не было. Ну, как-то что-то у них, может быть, действительно с шаблоном не так пошло. И как бы посадочное получилось чуть шире. Под порезку. Возможно так. Возможно так. Ну что, осталась крайняя комната освобожденная. Комната освобожденная. Склеим сеточку. Приклеиваем сеточку везде. Во.
И потом сразу падуги, и останется совсем немножко. Только вот эти останутся штучки. Как они? Тяги останутся на самом карнизе. И все будет хорошо. И даже отлично. Ну вот. А тут везде уже все так прям классно. Тут как-то сделали, я не помню, снимал, не снимал, но тут сделали тоже тяги с сами шаблончиками и карниз, падугу и все, и сетка здесь поклеена. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось только в той комнате, где мы были, завершить. И вот здесь сам карниз, шаблоны, и все. И на этом будет как бы этот момент, скорее всего, будет где-то и закончен. Там надо будет чуть-чуть потом еще раз после шлифовки еще пройтись. Может быть, что-то пошпаклевать. А может быть и нет. И сразу же, пока оно чуть еще такое прихватывается, и сразу же еще слой. Закрыть сеточку закрыть надо. Ну, не знаю, как видит с этим цветом. А ну-ка вот так сделаем. Так вообще ничего не видно, вот так. А ну и так не видно. А если теперь мигает, бери. Нет, мне не мигает, я скажу, что и так. Не особо оно видно, чего там происходит. Короче, да, несколько слоев надо превратировать, и мы параллельно еще пойдем. Вон уже уголков нарезали, кстати, да, уголочки. И пойдем сразу двое там, трое там. Втроем еще пойдем падугу поклеим. Сетку, падугу. Хорошо, когда всех много, оно хорошо, оно быстро идет. Шлеп, и как бы созидательность прослеживается. Когда бы один, да, это очень долго и муторно. А когда всех много, то оно так хоп-хоп и готово. Раз, и готово. Угу. Ну, ты как это, как кое-что. Как они называются? Ну, которые ногу такие ставят и потом стоят долго. Нет, не фламинго, эти, хамелеоны. Хамелеоны такие бывают. Классно, что, вот, даже поклевывается все потихонечку. Все хорошо, все отлично. Даже снизу я вижу невооруженным взглядом, что хорошо. Шпаклевано гладко и сладко. Гладко и сладко. Отличненько, прекрасно. А мы, пока же девочки возились тут, по кругу ходят, все шпаклюют, а мы сегодня привезли кое-что. У нас тут, как это называется, аппетит во время еды, Мы буквально неделю назад отвезли вот этот наш угловой вот этот стол, короче, который внутри был, да, и нам сказали, ребята, сделайте нам еще там на окна надо радиусы, туда-сюда, что-то с окнами, давайте еще с окнами сделаем. И в санузлы. Санузлы вот тут вот такие хитрые, с множеством углов, типа сделайте нам еще и санузлы. Так что я вот там сейчас в процессе монтажа ролика понаводил, и я не буду туда уже это закидывать. Это пускай будет в этом ролике. Пускай будет, потому что нам прирастает еще очень много вот этих внешних уголочков. Тут такие по 90 сантиметров, по метру, что-то такие вот стороны этих штучек. Вот. Приросло. Аппетит во время еды. Поэтому мы буквально еще час назад мы были на другом объекте, оттуда втащили стол, притащили его сразу, моментально собрали. Сейчас подождем, сейчас подъедет Петрович, мы тут везде где-то по центру раскидаем арголитик. Наверное, прямо вот здесь под балкой, чтобы вот здесь поставим. Надо слева работать, сместил вправо, надо справа работать, сместил влево. Вот здесь поставим стол прямо по центру. И будем заниматься дальше, участвовать опять в этих новодельных делах. Удобно то, что у нас все разобрано было, как конструктор. Раз, собрал и вот. Интересная картина. Пока из поликлиники шел, прихожу, а оно тут само делается, смотри. Здравствуйте, само делается. Шаблончик, ты смотри, как хорошо само делается. Очень мне удобно. Я пока шел, а оно вот. И вот. Очень хорошо. И тут они обклеили этим, смотрю. Потому что мы там с товарищем большую часть делали в других комнатах, мы подмывали. Мы сначала делали рядом с лепниной, когда шаблоны, а потом подмывали лепнину. А то Саша попробовала по-другому. Она скотч налепила туда. Ну, надо будет посмотреть, потом. Что, лучше со скотчем или хуже? Вообще прикольно. Просто потом его снимаешь и все. Да, мне нравится.
Может быть, я не буду спорить. Мы вот решили попробовать кусок. Конечно, не спорь с нами. Ну, ваш трое, конечно. Всё, Куда это мне, точно. как мне вообще. Это очень мудро. Ну, вот, конечно. О, видно, уже кусок сделан. И так оно будет по всему периметру, в общем. Вот так. Не полезу вверх, я чистенький, не полезу вверх, хочу посмотреть. Все только не так понятно, уже 100 раз мы такое видели. Получается хорошо, очень хорошо. Это ханжество. Они посмотрели какой-то ролик, где мужчина, 40-летний мужчина кричит на сахар. Теперь пытаются объяснить. И, короче, я говорю, если надо объяснять, то не надо объяснять. Нет, просто вот это. Вот в том-то и дело, что если надо... Я бы не посвящала в это наше. Да, я... Телезрители, там этих телезрителей с каждым днем все меньше, скоро уже никого не будет. Минусовое количество будет телезрителей. Интересно. Будут только отписываться. Прикольно. На самом деле вот прикольно. Зачем отписывать? Чтобы отписаться, нужно зайти. Ну, не знаю. А, Видел, вот так они бьются. Вот Да. такие штуки, вот таким образом у них нос отваливается потом, и они не работают. Потому что я пытаюсь поснимать у нас его. отваливается от другого. Ну, нет. Было вот так, короче, а стало вот так. Еще раз, было вот так, и везде так происходит. И вот так, и вот так. В принципе, это очень хорошо уже, это хорошо, но надо бы, чтобы было более гладко. Нам надо конкретно в этом случае. Было вот так, и становится вот так. И вот так, и вот так, и вот так. И потом это все очистится, и будет хорошо. И да, углы заранее сделаны. Все углы, видно, он сухой, да? Все углы сделаны заранее, еще вчера, наверное. Вот тоже чистый сухой угол. Уже готовый угол, видно. Сразу. Дай прилезу. Ну, Вы пришли нам мешать. ну, вас тут слишком... Тут дайте, да, смотрите, я туда иду, а нас... А, тут еще козыки, еще много козыков. Еще посмотрите, что Саша делает тут. Он привет делает. Ой. Красиво делает. Ну да, было приблизительно так, становится приблизительно вот так. Ну что ты, вот не нашла Вот-вот. больше места резать. Представляешь, нет? Тут Роман везде ходит. Нет больше места порезать. Не, на самом деле, наверное, норм. Закривашка работает, да? Да, скорее всего, да. Хорошо. И тут, да, они смогли прям близко-близко подойти. Хорошо, отлично. И хорошенько будет все, вот так высохнет. Вот тут пошпаклевано раза 3, наверное, на сетке. На сетке. Да, не знаю, 3, да? Ну, выглядит нормально. Я не знаю, еще раз надо? Не надо, или не надо. Сетка не торчит и не надо. Ну и пожалуйста. Нет. Мы для чего это все шпаклевали? Чтобы это самое, чтобы сетка не торчала. Не больно хотел. Конечно, не больно, это очень неудобно. Вот здесь шпаклевать это очень неудобно. А мне нравится. Учитывая, что здесь вот так. Вот так, понимаешь, вот так. Вот. 12 сантиметров, короче. Как-то так. Ой, фу, видишь, как какой бывает. Я тебе все испортил, иди еще раз. Тут просто дыры ты не видишь снизу. Там надо больше примазывать, вмазывать Я сверху. там уже вмазала. Надо давить вниз. Ну, в общем, вот. Так оно идет. Спокойно, медленно и уверенно. А, ты тут замываешь, да? А с этой стороны не наклеили. Что они наклеили? А, потому что отсюда не поклеили, тут попробовали. Это был эксперимент с этим, со скотчем. Мне Вот очень тут, понравилось, да. да? А без скотча вот, приходится замывать, подмывать. Вот такое. Все, что наляпалось, приходится, счищать и замывать, снимать, удалять, пока мокрое. Мне кажется, ты хотел пойти в другую комнату. Да, пойду сейчас подальше. Я поснимал вблизи, как это красиво все тут происходит. На самом деле очень круто. Че, проверочка. Делаем подложечку, да? И вроде даже у нас что-то получается. Наверное, приблизительно. Еще попробовать в этот раз. Сюда сетка. И здесь тоненькая шестерочка. У нас был остаток шестерочки, чтобы не рвалось. Здесь по центру попробуем так сделать. Бывает, что разрывает, бывает, что нет, а попробуем так. То есть приклеенная сначала шестерочка, тут маленькая, узенькая, и уже тут крылья. Такие хоп-хоп. И вот так это выглядит. Вот так. Сейчас подложечки сделаем по одной, и можно будет заниматься уже, собственно, карнизиком. Для санузлов маленьких. Маленьких санузликов. Вот они. Вот такие вот карнизы будут. Угу. Ну что, поскакали? Все готово. Все получилось хорошо. Посмотрим. Ну, вроде ничего не потрещало нигде.
Ну и не должно было, мы еще не тянули. Посмотрим, попробуем сейчас. Как оно, непонятно. И здесь получается крайний подход шаблончиками, маленькими шаблончиками. Но это самая такая комната с самым серьезным карнизом. Это самый тут сложный карниз. Он был больше всех разрушен, сложнее всех разрушен и всяко разное. И вот. Но его тут мощно проходили этой штукатурочкой, да? Было такое? Штукатуркой много тут серьезно работали с ним. Так что сейчас, по идее, шпаклевкой легче набирать, когда там хорошо уже набрана штукатурка. Было до этого. Вот так. Потянуть, вытянуть не могут. Могут вытянуть. Вот. Норм. На самом деле это как бы, который был у нас тот же карниз, только он чуть-чуть укороченный, который был у нас везде новодельный, в основной массе, там где мы, там им 2 комнаты, по-моему, сделали этим шаблоном, только этим профилем. То он был шире вот такой где-то. А вы там что? Их почти полтонны тут сделали. Вот. Красоты какие, смотри. Ой, очень красиво, очень красиво. Хорошо будет, да. Когда пошкурится, еще пошкурится само, когда пошкурится, будет классно. Пошкурится, говорю, слышите? Молчат. Ну да. Да, пошкурить будет чего тут. Оно большое прям. Я вот не помню, сколько он. Такой, наверное, вот так, если взять, сантиметров 65-70, наверное, будет. Вот так. Сам. Много, очень много. Ну что, дело близится к концу. Конечику. Кончику. К концу. Шпаклеваний. Да, остался маленький кусочек. Я делаю, прямо я смотрю. Да. Ну вот, дальше ждет такое длительное, дичайшее ошкуривание всего этого. Километры ошкуривания. Потом посмотрим уже в пути, как оно будет ошкуриваться. На данный момент выглядит оно, конечно, хорошо, все классно. Но предстоит еще поработать с этим всем. Получается, у нас вся вот эта шпаклевочная, зашпаклевательная, короче, вот из этого, из всей вот этой шпаклевки, сама часть зашпаклевывания плоскостей и всех архитектурных обломов, вот, она завершается. И останется пошкурить. И тогда это можно будет, наверное, в каком-то приближении счесть готовым. Ну что вы? О, я все сломал. Я все сломал, вырвал эту штучку. А может это и к лучшему, и не будет ничего бегать. Может потом и включу. Вот тут осталось подмазать эту розетку и чуть-чуть подмазать лепниночку. Чуть-чуть, мы только начали. Чуть-чуть только начали подмазать лепнину. О, видно там трещина вот эта вот. Растрещалось что-то. И вот тут я уже, по-моему, говорил, да, вот тут такие какие-то вот самые углубления. Не везде они хорошо там, ребята, эти когда-то не так уж старательно делали. А с этой стороны уже все сделано, вино. Вот там, с той стороны прям. Я не вижу косяков никаких, значит все хорошо. А что ты так делала? Что они там есть? Это я просто не вижу. Ну понятно. Я потом еще поднимусь, посмотрю, как оно там вблизи. Ну это да, эта розетка самая такая разрушенная из всех. Надо ее прям внимательно себя вести. Пришел, говорю, хоть чуть-чуть поснимать эту самую розетку. Они тут мажут всякое, подмазывают. Ну, смотри, что делать. Не шевели. Как я сюда вылезу? Хоть чуть-чуть поснимать, как там было, потому что она довольно сложная, она уже почти ее сделала всю. Давай я к тебе полезу. Давай полезу. Жесть. Показываю. Но это не жесть. Это вот она, примазка старая.
Она такая вся корявенькая, поэтому залезла вот здесь сильный. Ну, оно видно, да, какая-то примазка? Да, она очень корявая, скорее всего, это примазывали, когда переделывали вот эту перегородку, потому что я вижу по составу материала, которым замазывали. И вот тут, ну, видно очень грубо, ребята не заморачивались, что-то она такая разбитая была. Чтобы она была красивая, аккуратная, геометрически правильная, симпатичная, я, естественно, хочу это все вытащить и какие-то сильные перепады, ну, слегка подрежу, подшкурю, сделаю овальчики, все округлости, полочки ровнее. Ты сейчас почисти Они чуть-чуть, чтобы я не могу это снимать часами. Ты почисти Не надо чуть-чуть, часами. буквально покажи, что ты вырезаешь там, а потом я подойду, когда это будет готово. Зачем показывать, как я вырезаю? Не знаю, Я тогда что, не хирург, показывай. что ли? Тогда не будем показывать. Короче, она удаляет вот эти куски, вот видно, она уже начала, и вот это вот, понятно, что это она оттрещавшая оттуда. Ну, они местами выпадались самостоятельно. Вот. То есть если я больше сюда... А ну давай ты почищай тогда. Чуть-чуть покажи, как это делается, почему, как мы это делаем. Не как делается, оно может по-разному делаться. Она уже вываливается, это видно, да? Там трещины везде. То есть она просто там сидит, потому что она не смогла выпасть. То есть она находится, та примазка старая там, потому что она просто еще не смогла выпасть, не успела. Вот здесь, вот рисунок, здесь карандаш, а ближе сюда трещина. И везде она оттрещавшая. Поэтому Саша сейчас прочистит, то есть уберет ее, ту старую примазку ненужную, и более качественно, более аккуратно, более как-то связно подмажет еще раз, более гладко, чтобы было, более подходящее, но не как здесь вот. Вот, хорошее такое место, да, видно прям дико тут, потому что у них не совпало, видно, что у них вот поясок шел возле зеркала, вот поясок шел, и потом по уровню вот он пошел на 4 миллиметра выше. То есть, ну, как-то недопоставленная она получилась. И вот тут, ты подрезаешь, ну да, сейчас подрежешь, отвалится. Если, да, то есть мы так особо не делаем, то есть старая подмазка, она... Не подлезть, так что показать. Ну, понятное дело, то есть сейчас все лишнее, то, что шевелится, будет выкинуто, а то, что остается там и не шевелится, оно останется для того, чтобы потом перемазать это и сделать более-менее четко. Это есть где-то, где ты уже сделала подобное, кстати? Ну, вот. Так, тут непонятно. Ну да, видно, что свежее, но непонятно где. Вот видна Ну, она просто подмазка. ровная. Ну, просто стала ровная. То есть она уже большую здесь часть... был перепад, чуть подрезал, вот она. Он так и остался чуть кривенький тут. Да, он кривенький, то есть я убрала сильный перепад. Ну, видно, вот цвет. Легкая кривизна остается, потому что мы ее хотим оставить в более таком, ну, в прежнем состоянии, сильно не меняем, потому что если ее идеально выравнивать, то нам надо вообще все сдемонтировать, вытянуть радиус. И полностью ее заменить мы этим не занимаемся, у нас нет такой задачи. Мы могли бы, но задача у нас тут не стоит. Мы оставляем ее старой розеткой. Она старая розетка, как и старая лепнина. Вот там, вот это все, старая как бы порезка. Так что я думаю, понятно, может потом, если я вдруг не забуду, случайно подойдем, посмотрим, как оно было. Давай так посмотрим вскользь. Значит, у нас было вот здесь кое-что, вот это вот какая-то дикая примазка такая, и вот здесь выпадение было. Угу, запомним. Так, чего? A few moments later. Я просмотрел, благо я не стер с камеры, где оно что было, когда тут было, не было. Короче, вот тут мы смотрели, вот так получилось, а тут получилось вот так, а вот тут получилось вот так, а тут, где было выпадение, получилось отсутствие выпадения. Понятно? Понятно. И вообще в целом розетка фактически готова. Саша тут последние какие-то штришочки доделывает. Ну, как-то вот так оно. Вот насчет тех подмазок, которых я говорил, что где-то были подмазки, которые выпали, все теперь поправилось. И вот она подцвела, но я думаю, она еще что-то будет тут делать, а может и нет. Вот тут у нас было видно, что тут был большой как бы перепад между уровнями. Теперь его там нет, такого огромного перепадика. И в целом она уже выглядит очень прилично, эта розетка. То есть она выглядит обработанной, культурной. Культура обработка, знаешь такое? У тебя в носу белые штучки. Волосы, которые в пыли белой. Ну, понятно все, в общем. У меня, наверное, тоже. И такой по мелочи еще осталось там. И это будет, скорее всего, норм. Скорее всего, это будет хорошо. И вот такая работа уже произведена над этой розеткой.
Я думаю, я знаю, что там кто-то просил, что покажите, кто-то в комментариях, ну не то чтобы просил, а говорил, что хорошо было бы, если бы вы показали бы какой-то где-то таймлапсом или что. У нас сейчас не получится делать никаких таймлапсов по этому поводу, потому что, ну, как бы это у нас не выйдет. Нет возможности сейчас заниматься конкретно такими съемками. Может быть, когда-нибудь в другой раз. Именно посмотреть какой-то процесс, как какой-то конкретный участок обрабатывается, что там делается. Но не в этот раз. Не в этот раз, ребята. Так что вот. А так-то розетка, она большая. Она вот так, я думаю, сантиметров 70. То есть она 77 на это самое. Радиус получается у нее меньше полутора, ой, диаметр меньше 1,5 метра, ну так, 1,30 м, наверное, 1,40 м. Ну, вполне, я себя так и присяду, посмотрю, как она. Вам не свалиться отсюда. Ой-ой. Вот так. Вот такая получилась облагороженная, укультуренная розеточка. Я, правда, вижу полосу, но тут везде светильники, потому что не просто так, тут все вот что делают. Вот, все мажут. У них везде светильников много, чтобы все видеть хорошо, что делаешь. Вот так. Вот. Вочка. Почта России. Саша говорит, вырежи маты. Да. Почта России. Если есть возможность отправлять не Почтой России, то лучше эту возможность использовать. Отправлять не Почтой России. Потому что бы ни происходило, все равно эти ребята оправдывают свое звание. Сами знаем какое, да? Ох, лучше бы не надо. Снимать, а там адрес. Закрыл адрес куском тяги. Короче, здесь Хавшпригрунд. Должен быть Хавшпригрунд прямиком из Федеративной Республики Германия, ФРГ, или как-то там, как она сейчас там называется. Короче, оттуда приехал, и это стоит около 70. Как бы там ни было, что бы то ни стало, но это как бы дорого. Поэтому мы сначала сейчас поснимаем распаковку для Почты России, если что, вдруг. Что, поснимали, вскрыли коробочку, смотри, как тут хорошо все упаковано. Опа! Малокрил наш этот самый, или как он там, Хавшпригрунтик, сейчас вытащим. Это он. Приехал. 12,5 литров. Да, когда-то он стоил 350 евро, я помню, и 36 он был, да, по-моему? 36 был. Ну, сейчас со всеми доставками, со всеми чуваками, со всеми перекупами, со всей движухой под 70 он получается. Ну, надеюсь, нам этой банки хватит на все потолки. Тут 100 с копейками, 150, 160 метров, наверное, потолков. Хотя бы лепнину, хотя бы какие-то там самые такие жесткие места надо будет покрыть. Так что у нас теперь есть кое-что для покраски. А что, все понеслась, шуршание. Ну как, оно давно уже тут происходит, это шуршание. Шелест желтых листьев. Что? Шелест желтых листьев. Вот таких желтых листьев, шелест. Полное ведро желтых листьев. Ой. Что у вас тут? А пойдем посмотрим, как оно там, красиво получается или некрасиво. Пойдем посмотрим, не сделанные и сделанные что-то. Какой еще маникюр? Обществу? Да. Или сообществу? Смотри, какая тут кракозябра. Ой, нормальный уголок почти, что надо еще чуть дошкурить. Чуть сетка подтарчивает, это норм, потом мы ее пригладим, мы еще будем тут тусоваться, вот тут подтарчивает сетка, видно, да? А в целом, вот, в целом, вот это готово, тут прям четенько. Четкая готовность, да? Да, смотри, какое оно. Вот так. Как это? Волнушка его тут готово. Тоже. Круто, прикольно. А я сейчас пойду поверху этой машины шлифовальной. Саму плоскость. И будет хорошо, и будет достаточно хорошо. И отлично будет. Таким образом у нас будет хотя бы одна комната готова фактически под... Еще разок тут потом пройдем шпаклевочкой, наверное, плафончик. И вот так будет. Кстати, пока я тут тусовался, я увидел, как оно было. Вот такие вот углы тут были уделанные на самом-то деле. Вот так оно все тут было. Становится приблизительно вот так, видишь? Там, как оно было. Убери этот цвет, просто сжени его. Так лучше. Просто развернули. А, это что? Что с тобой? Я держу. Понятно, ясно, окей. Видишь, как было? Вот так было, вот так было, вот так было, вот так, вот так, вот так. Ну так оно было сделано. А получается приблизительно вот так. То есть это уже какая-то финишная готовность.
И потом после, вот здесь конкретно в этих местах, после слоя краски, первого слоя краски, можно будет подефектовать еще кое-что посмотреть, какую-то такую невзрачную мелочь вообще. То есть очень мелкое, можно будет еще чуть-чуть улучшить. Сеточка с озоном. С озоновая 180-я сеточка. И вроде главное. Ну так. Было как-то так. Становится как-то так. Я не берусь для жесткой сетки, мне он пока не нужен. Потом я возьму его. После, скорее всего, перед дефектовкой надо будет еще раз здесь шпаклевать по-любому, потому что... А вот видно какие-то там небольшие... Вот такие дефектики какие-то местами. Можно будет еще раз, наверное, даже пошпаклевать где-то что-то. Потому что это самый кривой был. Это маленький, вторая комната, самый маленький, самый гаденький потолок. Он был очень кривой, вот так. И грунтуем все. Еще раз, без лепнины, только в плоскости. Все грунтуем, чтобы можно было дефектовать и чтобы можно было шпаклевать. Я тут посмотрел, что надо будет, скорее всего, гипсовое пошпаклевать. Ты что, смотри. Ну, ты черепашка. В общем, вот чего. Надо будет еще гипсовой 2 раза пройтись, а потом, наверное, еще и робин пастой. Вот так будет лучше всего, поскольку это очень кривой потолок, он вот такой весь. Надо будет еще чуть-чуть поработать. Ну да. Тиффингрунт. Наверное, 1 к 8, 1 к 10 приблизительно. 1 к 6? 1 к 6. А я говорю 1 к 8. Никто меня не слышит. Никто меня не слышит. Надо было еще жиже. Ну ладно, пускай будет 1 к 6. Можно было бы еще больше. Чисто для обеспыливания. Никаких укреплений здесь никому и ничему не нужно. Тут уже грунтовалось миллиарды раз. Тут уже пуцгрунта 2 слоя местами даже есть. Что, 2 раза, говоришь, надо будет, да? Угу. Надо будет. Ну, сложный пациент. Сложный пациент? Да, тут же углы были, помним, да? Тут где были эти углы, тут везде все отрезанные, раньше были плоскости, здесь же был карниз, вот до сюда где-то изначально был карниз, потом, который они убрали. Этот же они добавили, туда-сюда, все вот такое. Оно будет видно, когда вот это то, что нас шпаклюет, когда оно станет подсыхать. Вот попробуем поймать этот момент, потому что она сейчас раз пойдет, сразу же по кругу еще раз. И поймаем потом момент, когда оно подсыхать будет, и посмотрим, что удалось подровнять. И потому что вот, я вчера же тут это самое, проходил штифмашиной, потом погрунтовали, и вот видно все эти пятна, это, собственно, где-то какие-то неровности и так далее. То есть это очень криво. Это очень, не то что криво, вот так, раз криво, это вообще вот так как-то, бугристо криво. Непонятно никак. Но надо хоть как-то это чуть-чуть подскладить. Особенно в направлении окна туда. Убежала Саша грунтовать туда, там немножко или пошли в другое место. Я говорил, что я забуду, сегодня пятница, я забуду показать, как оно было и чего было, как. Потому что она один раз только, очень она тут муторно это все шпаклевала, один раз она только прошла. И потом придется еще раз пройти. Но это будет уже когда-нибудь на следующей неделе, а я забуду, естественно, что я это сделал, что я что-то снимал. В общем, вот так она еще подровняла, а тут шпаклевалась еще раза 3 передать. Я, по-моему, правилом даже шпаклевал. Что-то у меня такое впечатление, что я тут и правило даже брал. Вон видно как раз вот это вот место угла. Вот тут, где угол был, хорошо. И там по-другому, наверное, должно быть, да. И тут видно, где он, тут яма, где этот угол был. В общем, вот. Может быть, надо было сразу штукатуркой как-то равнять. Но мы же тут часть выровняли, самую кривую. Ну, не знаю. Ладно, уже так сделано. Уже мы шпаклевкой тут подровняем, получается. Может, да, имело смысл, наверное, пробежаться. Хотя, с другой стороны, не хотелось сюда вот выравнивать очень сильно, вот эту, увеличивать вот эту полку, как бы. А так, этой шпаклевкой оно как бы чуть сошкуривается где-то, где оно как бы ненужное. Спорно. Очень спорно, но не бесспорно то, что надо еще раз шпаклевать. Спорно то, чем надо было изначально. Может и штукатуркой, может и ею.
Может, надо было полностью все. Но я побаивался вот этого вот момента, что где-то на какой-то кривизне прям будут нависающие какие-то зубья там останутся, что это будет слишком много, а штукатурку как бы так просто не сошкуришь, как шпаклевку гипсовую, да, как Робин Финиш. Ее сложнее убирать, сложнее сошлифовывать. Ну ладно. Ну, в любом случае это выравнивается. Выравнивается раз за разом становится ровнее, ровнее и ровнее. Ну, идеально ровным оно, конечно, не будет. Зная геометрию изначально этого всего. Так что вот. А могла валик взять, кстати. А вот я все время спрашиваю, что заказывать. Я всегда забываю, а нам нужен волосатый валик. Волосатый валик. Для грунтовки. Запиши. Ну ладно, запишу. Надо волосатый валик. Да. Все время забываем его. Вот как раз бы сейчас плафон, да? Тут в падугах понятно, тут этой кистью. А плафон бы, да, было бы круто. Сейчас шлеп-шлеп, но нет. Приходится вот так. Кисточкой, ручкой. Дилетант. Дилетантики. Ну, думал, что это самое. Думал, что нет, она говорит, нет, я сейчас я успею сама, я одна. Если ты Так что вот. намешаешь шпаклевку. Если я намешаю шпаклевку, то мы даже сегодня вот это и сделаем, потому что уже темный Я вечер. не просто не сделаю, но если ты намешаешь шпаклевку, я успею по своим делам. То она даже успеет по своим делам, придется намешивать шпаклевку. Угу. Вариантов не дают особо много. Ну, а иначе зачем? Ну ладно, зачем я здесь иначе, да? Вот и зачем здесь иначе. Мы тут с товарищем, пока там девочки вот делают, меня в глазах заребило, короче, от этих молдингов. Смотри, какие молдыши. Это пойдут вниз, мы санузлами же занимаемся. У нас вот... Очень мало. Нет. Жиденький. Чего командует-то мне? Говорит, мне мало, жиденько и на дне, говорит, очень мало. Я тут показываю, что у меня в глазах рябит, потому что вот что. Потому что у нас же санузлы здесь были, и мы, получается, у нас он из двух частей состоит молдинг. И вот одна часть у нас уже стоит. Я, по-моему, говорил, что это то, что у нас было везде, где новодел, у нас один и тот же карниз приблизительно, что не коридоры. Вот он выглядит так, конечно, очень выигрышно выглядят вот эти вот углы. Углы, да, очень выигрышно. Внешние углы, конечно, супер. Но это еще не готово, понятное дело, это не готово. Там еще внизу встанет молдинг. Да. Вот еще один такой тут санузел у нас. Как бы прикольно. Потом, наверное, покажу, как он сделан. Тут он сделан вот так, тэшкой. С одной стороны получается душ, с другой стороны как бы унитаз будет. И тоже внешние углы. Внешние углы, да, круто, круто, круто. Это очень хорошая штучка, хорошая планировка. Здесь будет, наверное, душевая. И как бы собственник, говорит, я где-то в Европе подсмотрел, говорит, где-то увидел. И говорит, мне вот понравилось так. И я, говорит, у себя уже не первый раз использую в своем строительстве такую вот планировку. Вот так, и вот там посередине здесь проходит как бы этот самый разделение. И вот здесь будет, соответственно, душевая, а с той стороны, соответственно, будет этот унитаз. Вот. Ну и сюда получается реально много места. Вот сюда, как бы места довольно-таки много. Ну, наверное, квадрата 4, наверное, еще вот так. Как бы по полу остается, на всякие тумбочки, на всякие тут будут эти рукомойники и так далее. Ну, прикольно, классно. Но это еще не готово. Потом посмотрим, когда сюда еще молдинги станут. Молдинги станут, и сразу это станет готово и классно. А вот. Везде вот банпастой. Чтобы было гладенько и сладенько, и беленько, и классно. Здесь Саша 2 раза шпаклевала, потом здесь был грунт, потом... перед этим какое-то ошкуривание еще слегонца было. Грунт, и потом еще родонпаста. Чтобы было вообще прям по кайфу. Чтобы чистенько было, классненько. Здесь готово. Полностью готово. Так, и дальше мы пойдем сюда, потому что у нас тут, сколько, полно всего, полно барахла всякого. И здесь у нас надо будет перемещаться дальше. Там
после того, как мы там прошлись Ротбан-пастой, мы пока не шкурим и ждем, когда здесь будет отопление. Еще не поставили радиаторы. Нам надо, чтобы дали отопление, чтобы это мощно, хорошо прогрелось, как оно должно быть, да? Потом где-то оно, может быть, потрещит, и мы перед покраской пойдем все ошкуривать, заметим эти трещинки, если они где-то будут, и сможем их оперативно заделать. Такой ход мысли. То есть сначала мощное отопление, ну как бы не мощное, а нормальное. То есть нам отопление дали. Сегодня у нас 2 октября, и уже у нас есть какое тут отопление. То есть тепленькая, сама труба теплая, но радиаторов еще нет. Дадут эти самые радиаторы, дадут отопление, и после этого можно будет уже именно красить. Это очень хорошо, что мы так хорошо подошли к этому моменту. Что нам не придется ждать какое-то отопление с покраской или наоборот не слишком поздно, не слишком рано. Получаются очень хорошие такие последовательности. Потому что будет температура, она как-то поработает еще с штукатуркой, с этим всем, со старым потолком, что-то где-то расширится, сузится, покрутится. И мы сможем оперативно продефектовать еще раз перед покраской. Такое мое мнение, которое не претендует на истинность, но я считаю, что так хорошо поступать, особенно в большой массе потолков, когда у нас их очень много. Вот я считаю, так хорошо, ну, лично для работы вот нашей, я считаю, так классно прям. Да. Переехали мы в следующую комнатку, сюда вещи перетащили, и теперь можем продолжать в 3-й комнате. Продолжать заканчивать. А я этим машинки прохожу. Они меня отскуривают чуть-чуть, а я машинки в основном здесь. И нормально. И сможем тут тоже тогда завершить работу в этой комнате. Получится, у нас полквартиры будет как бы готово. Так, пока они там плюхаются и шкурят, я решил все-таки вот здесь пойти в центр сюда. Сделаю этих 2 потолка, и они будут уже готовы как бы для следующих работ, поскольку вот машинку 1 раз зарядил ее, и можно вот так вот сделать. Поэтому я сразу вперед продвинусь, и потом уже когда-нибудь тут можно будет, тут же ничего еще не трогали, не ошкуривали, ничего. А тут очень много, это самое сложное тут было, самое такое обширное нанесение, жирное, обширное, вот что. И этот участок готов к дальнейшему шпаклеванию. Получается, все загрунтовано, и надо будет еще зайти в розетку, потому что тут же неровность вокруг, и она сама не очень получается ровная. Короче, надо сводить, надо будет свести вот все по кругу. И будет хорошо тогда. И это подготовлено получается. Мы поехали потихонечку, да? Да. Ладно. Саша, вот а ну-ка, вот этот полоса, но мне не убрать ее, потому что. Сейчас надо это сделать, да, получается? Надо сейчас подмазать ее, розетку, подойти прям очень хорошо туда. И тут уже Ротбан-паста везде, я так понимаю, да? Да, Ротбан-паста тут. Угу. И уголочки там. И в уголочке. Здесь розетка получается вот такая теперь стала. Саша вот ее получается почти доделала. Ее надо будет подшкурить, что-то там еще сделать, но в принципе это уже очень слитно, это очень хорошо. Надо будет еще чуть-чуть подойти, чуть-чуть приложить руку, но в принципе это фактически готово. Потолок здесь фактически готов под покраску. Получается 3 помещения по одной половине квартиры у нас приготовлены под покраску, и потом надо будет чуть подшкурить, просмотреть еще раз на предмет трещин, и можно будет красить. Опа, и еще одна комнатка готова, еще одна пошкурена. Ну как готова, останется здесь только подшпаклевать
Рудонпастой, чтобы было как здесь. Саша тут тоже розеточку довела, тут-то понятно, а тут она вот ее сейчас доводила до конца, сводила с этим, со шпаклевочкой. Хороший, кстати, кадр отсюда, так прикольно получилось по кругу все, да? И вот тут теперь шпаклевается. Продолжается, шпаклевается. Шпаклеваться продолжается. Все подшпаклевывается. О, как хорошо возле розетки получилось, Саша классно сделала тут. Прям очень классненько, хорошо. Прям все в розетку заходит, потолок, супер-пупер. Замечательно. Сейчас отвернем и посмотрим вот так. Дайте. Опа, вот так. О, вот такое примыкание. Классно, подшкуриться будет вообще. Как будто так оно и было. И как будто нас здесь не было. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем ушкурять. Подшкурять. Зашкурять. Осталась крайняя комнатка. Самая крайняя комнатка осталась под эту работенку. Здесь подшпаклевано. И будет дожидаться покрасочных всех дел когда-то в скором времени, наверное. Что, финишные штрихи, казалось бы, да? Казалось бы, да, но нет. Нам везде поставили подоконники. По всей квартире 12 окон, и мы будем заниматься. Тут собственник делает, он уже начал. Но потом я покажу как-то, это будет сложно мне так, чтобы все конкретно тематически заниматься только этим. Этого я делать не буду, я просто покажу, что именно мы реализовываем эту вещь. И реализовываем вот что. Здесь собственник сделает из гипрока откосы, он уже их делает. А мы сделаем сюда как бы обрамление откоса, валики. Сюда пойдут вертикали, и сюда пойдет арк. И так 12 раз. И для начала мы уже приготовили воробушка. Вот мы нарезаем, приготавливаем, делаем. Вот наша, вот как бы сама деталь. Пойдет она хитрой формы, потом посмотрим на нее, когда она уже будет на месте. И под нее подложка. Мы что-то раз сделали чуть неправильно, второй раз неправильно, потому что тело вращения у нее в одну сторону, она у нас односторонняя, то есть она в разные стороны по-разному выглядит. И поэтому нам пришлось пару раз ее крутить, вертеть, чтобы наконец-то поймать то, чего нам нужно. То есть нам нужно ее выкрутить, чтобы она выглядела вот так. Как бы потом положить ее в откос вот так вот, в плоскость, вот как бы вот так, прислонить ее вот так вот. Поэтому она у нас имеет вот такой вид. Сейчас мы построим, сделаем подложку, и притом нам надо будет сделать подложку, один раз протянуть, потом пойти примерить, а потом вернуться, снять подложку, если все нормально, натянуть ровно и собрать хотя бы одно окно, посмотреть, как оно выглядит. И после этого мы сможем уже все остальные 12 штук делать. А подоконники нам нужны были для того, чтобы у нас размеры здесь, у этих валик и его части, они как раз соотносятся с размерами подоконника. Это уже по готовому посмотрим, как будет. Итак, не быстро это, не очень-то просто, но можно. Потихоньку надо наращивать ее. Очень неудобная штучка, очень неудобная. Что говоришь, фига у вас сарделька? Сарделька, говорит, у вас. Фига у вас, говорит, сарделька. Колбасное изделие какое, смотри. А вот просвет и есть тело. И у нас получается верх вот это верх, соответственно, тело вращения у нас вот такое, соответственно, оттуда это низ, вот он низ, там вращение где происходит, это низ, вот так. Соответственно, у нас деталь, вот она, должна бы пойти. Самое главное, чтобы мы попали в радиус. А радиус, по идее, должен быть везде одинаковый. У откосы делаются вперед. По идее, там радиус плюс-минус одинаковый. Мы, по идее, должны бы попасть своим радиусом. Вот так. А вот так приблизительно это и работает. А я, по-моему, с этой стороны... Опа, надо подловить. Оп. С этой стороны не показывал. У нас там упор еще есть. Там у нас разу вот так
центр вращения там, и там упор снизу. В общем, чтобы ничего не вращается, ничего не мешает. И выглядит это приблизительно так. А самое интересное, что это все происходит прямо под вот этими тетями. Смотри, что делает. Льет. Льет, капает. Капли свои. Прямо вот нам в лицо. И так по чуть-чуть, мне надо еще одна рука помогать. Я забыл это самое. Говорят, надо радость сразу искренне изобразить. Забыл, как мы ее снимали. Да что мы сняли? Отрезали так, но не полностью, потому что она у нас должна, это у нас видимая часть, ее потом надо шкурить вот эту часть. Так-то вот что, деталь готова, вот она. Все, можно ее в принципе даже, ну я не хочу одной рукой дергать ее. О, уже тут остался островочек неподеланный. В общем, вот, это готово. Будем примерять. Если получится, будем дальше продолжать. Что, пальцем машешь или что? Пальчиком. Вот такое вот шпаклевание, пальцевое шпаклевание. Маленькое пальцевое шпаклевание. Подходит к концу вообще все шпаклевание. На самом деле, вот кусочек остался маленький. Кусочек. Ну, не брызгайся. И все будет тогда практически готово. Ждем. Пока нам тут радиаторы поставят, все утеплится, подтеплится, потом можно будет что-то где-то посмотреть, еще может что-то где-то подтрещит, и можно будет когда-нибудь красить, наверное. А мы поменяли дислокацию. Я думал, не получится у нас. Нет, получилось. Мы город поставили вот так сюда. И у нас, соответственно, прошла здесь деталь, ну, две вертикальных штучки. Так что теперь у нас мы можем на одном столе как бы делать две детали. Тех много, мне очень неудобно снимать, чтобы тут люди не попадали в кадр. Тут слева-вправо тысячи людей вот так бегают по кругу. Так что вот, мне не очень неудобно это делать. Опора. Тут, я думал, будет ходить, она ничего, нормально, все хорошо. И получилось как раз, опа. Получилось как раз поместиться, воротом получилось поместиться вот сюда. Так что вот. Ну, такие длины. У нас по всем длинам как раз вот нам хватает длины вот этого как бы части. А это микроподложки. Малюсенькие, чтобы деталь не была там сильно квадратная. Ну, когда так лучше будет. Туда лучше промазать какой-то будет там штукатурка, еще чем-нибудь. И это будет под вертикали. О, покажи. Вот. Вот такие. Все то же самое, только с другой стороны. Нам принципиально нужен был вот здесь прямой угол, чтобы было прям, чтобы была как она, как пластинка, а дальше уже как бы там так пойдет. Ну и дальше так, с той стороны дальше. Ну вот. Вот так. Ну что вы тут? Ой, боже мой, изможденные. Они подмазывают, смотри, что наделали тут, боже мой. Они подмазывают там карнизик. Красивые углы, конечно, да, внешне. Внешние, конечно, да. Выгодные, выгодно работающие. Мне даже не посмотреть откуда, мне не протиснуться. Вот отсюда можно. Вот так. Красивенько. Я не пойду к тебе туда. Сюда будешь заходить? Да, я буду сюда обязательно вот, как она. Она вот так как-то там. Нет, не пойду. Потом пойду, когда готова будет. Ну классно, чё, хорошо все. Хорошо все. Во, хорошо смотрится. Так, и чего? И у нас фактически готово под покраску с одним, я уже говорил, с одним таким маленьким, но мы ждем, пока это хорошо прогреется. У нас стоят радиаторы везде теперь по всей квартире. На улице там еще плюсовая температура, но вообще-то это уже прогревается. То есть сюда дополнительная температура сообщается. И я надеюсь, что это протрещит там, где должно протрещать. А если нигде не протрещит, то и классно, значит нигде не должно было. И после какого-то времени, ну сколько-то времени пройдет, и можно будет приступать к покраске. Я думаю, там неделька-две как раз мы займемся кое-чем в это время.
Здесь у нас везде все прошпаклевано получается, и надо чуть-чуть где-то что-то подшкурить, подшкурить чуть плоскость, пошкурить в этой самой, в падуге, и где-то там по тягам чуть-чуть что-то. Это так сделано по всей квартире, новодел весь готов тоже под покраску, где-то в таком ключе. Прям вот, это готово под покраску, по моему мнению. А такие подшкурочки чуть-чуть, это уже как бы, если мы будем выполнять покраску, вот это у нас войдет как бы в процесс покраски, это будет как бы некие как дефектовочные работы. А если не мы будем выполнять покраску, то мы перед тем, как уходить отсюда, мы ошкурим перед собой. Ну, вот где-то вот так. Пускай будет это вот так. Таким образом, получается, что мы выполнили и даже выполнили вовремя, поскольку я ставил какие-то сроки для собственника квартиры, я ставил октябрь месяц, и у нас октябрь месяц, у нас как раз первая декада октября. По-моему, сегодня число 12 или какое октября. И мы, получается, выполнили свою работу. Но мы идем дальше, это уже будет как бонусная часть к этому видео. Чуть-чуть новодела, который довольно сложный и, наверное, чем-то кому-то, может быть, даже будет интересный. Здесь собственник везде, по всей квартире сделал откосы. Здесь производили манипуляции с окнами, и собственник сделал откосы. Стены у нас, несущие стены, здесь гипрок на клей-пене, и откосы у нас тоже гипрок, но здесь они на профиле, там клей-пена где-то, там профиль, в общем, арки разнообразные, и тут есть угол рассвета. Так, задача наша состоит в том, чтобы сюда, у нас есть некоторые окна, где остается чистый голый кирпич, и есть окна, где у нас есть по стенам гипрок. И нам надо сюда приделать вот такую вот штучку. Сейчас покажу на другом окне. Хорош трещать там. Тут еще кто-то сидят. Так, это приготовлено под работу. Мы начнем с двух, поскольку это оказалось очень сложно. Мы несколько дней тут примерялись, вымерялись, как бы нам сделать, как бы нам подойти к изготовлению чего-либо. То есть это было реально непросто нам. Здесь мы приготовились. Скотч такой обнимает сюда, поскольку у нас деталь где-то вот сюда будет приходить приблизительно. Пока непонятно как, пока вообще неизвестно. И здесь, чтобы можно было рисовать на обычном скотче. Таким образом здесь подготовлено. Здесь у нас уже есть этот гипсокартон. Гипсокартон. Жесткости особой тут нигде нет. Здесь у нас получается клей-пена, и здесь запенено, здесь у нас направляющая где-то стоит, и там просто глокнуто получается за эту самую, за окно, за раму окна. Ну, как-то так. Ну, такая конструкция. Сюда нам надо примастырить вот кое-что такое. Туда радиус. Мы примеряли, приблизительно встает. Можно было пойти двумя путями, собственник захотел сначала все-таки сделать эти самые. Я вижу, там уже маляр потрудился, уже что-то там выравнивал. Можно было делать двумя путями. Собственник пошел путем того, что он на короткое время приехал, ему надо было. Он сделал все откосы сразу. Можно было сначала смонтировать вот эти штуки, потом к ним подгонять откосы. Но уже пошли таким путем. Сначала сделали откосы, потом будем на них монтировать наши как бы валики, как бы обрамление. Фишечка, один нюанс. Они не накладываются. Они получаются с одной стороны за подлицо. Потом, когда будет красивый кусочек, у меня просто некрасивый кусочек, красивый я срезать не хочу, целый на целый показывать не буду. Когда соберем, будет понятно. Здесь переход прямой будет вот так. Туда в плоскость откоса, а здесь будет накладкой. Вот так. Ну, как захотели. Потому что здесь размер, вот выходящий на стену, размер соответствует размеру подоконника. То есть у нас должно лежать, как бы мне показать, я перекину руки, потому что в левой держал. У нас должно приблизительно так как-то вот получаться. Ну, вот так. То есть у нас вот здесь должно быть совпадение с подоконником. Ну, чтобы красиво потом в конце получалось. Ну, как бы так. Это не очень-то, наверное, сложно. Ну, так как-то. Вот это вот все ловить, надо вылавливать. Но усложняется тем, что у нас здесь пустота. То есть здесь просто тупо пусто. Но там вот так.
Вот здесь. И много где вот так, и даже местами даже хуже, поскольку там изначально обрезали зачем-то, собственник обрезал, что-то одно должно было быть, один радиус, потом этот радиус не прокатил, и там сейчас радиус вырезанный на стене больше. Ну, как бы, придется что-то доделать. Значит, надо как-то смонтировать, и, скорее всего, мы пойдем таким путем. Там надо будет здесь допенить, чтобы не закидывать это все раствором. Вот это очень много будет для раствора. Туда не надо столько раствора, мы чутка допеним. Я думаю так, потому что это нетривиальная задача. Можно ее решить разными способами. Мой способ пока выглядит так. Мы допеним сюда, допеним куда-то вот, не знаю, вот видно сюда, да? Не пройти классик. Допеним еще туда, поможем раствору не попасть туда глубоко, под гипрок, везде пропеним все, потом срежем, подгрунтуем. После этого мы не будем цеплять это в воздухе, мы не сможем зацепить ее в воздухе. Ну, как бы тут такое расстояние длинное. Мы уже так делали, мы уже пытались так делать, это сложно. Ну, не здесь, на других объектах мы уже делали, цепляли в воздухе, чтобы она висела просто вот как палка просто висит зацеплена, а потом, чтобы ее подмазать. Так не очень хорошо. Лучше будет нам так поступить. Мы сначала выставимся в сухую, посмотрим, как оно в сухую стоит. Если оно стоит хорошо в сухую, мы потом будем прокидывать немного штукатуркой, дадим им прихватиться и потом заполним, скорее всего. У нас они полые, вот такие. Ну, не полые, а ну, такая форма внутри у них, вот так. Корыца. Заполним сюда штукатурочкой. И потом пришлепнем и зафиксируем. Как-то так. Пока такой вот мысли. Потому что там поверху там очень много не хватает. Вверх не хватает, как бы. Придется как-то вот подклеивать на штукатурку. И причем, чтобы ее было много, чтобы не оставалось пустой. На липухе будет не круто. На липухе будет что-то отваливаться, разваливаться. Надо как-то поплотнее, чтобы был там... было в ней и внутри. И да, сделать здесь по месту было бы очень сложно из-за радиуса. Очень сложно. Поскольку оно все по чуть-чуть отличается, где-то что-то есть какие-то различия. И тут городить что-то нет. По месту такое, ну я не вижу смысла такое делать по месту. Что-то здесь тянуть, крутить радиус и так далее. Так что со стола. Стола, то есть отсюда. Вот они у нас. Вот они у нас тут. Есть у нас вытянутые эти куски. А ну-ка, давайте, пустите. Ну вот видно, с одной стороны полка. Вот она. Вот она. Она должна лежать на гипсокартоне. Ну так придумали, так захотели. Чтобы вот в сторону стенки лежала как бы на стене. Часть вот этого вот обрамления откоса, да, скажем. А здесь просто напрямую в этот самый, в гипрок. Ну вот заподлицо должно получиться вот так, с гипрок. У нас есть детали, будем потихоньку выставлять, потихоньку подтягивать по чуть-чуть. Примеряли, мы уже примеряли радиальную. Ну, как бы, вроде ничего, так вроде ничего, вроде все хорошо. Но подвешивать их надо чисто вот просто в воздухе, в пустоте, абсолютно в пустоте. И это составляет сложность монтажа, скажем так. А что, смонтировали мы в сухую. И вроде норм, вроде приблизительно так, как должно быть. Но тут будут сложности, конечно, вот какие-то обязательно. Потому что надо будет как-то попасть, чтобы сюда чуть выдвинуть, вот так. И там вот много пустоты, там все очень большая пустота. Это все в пустоте сейчас стоит. И нас ждет именно сам монтаж. Это мы так развлекались чуть-чуть. Это было развлечение поставить сухую. Не, выглядит, конечно, классно. Выглядит хорошо. И высоты, соответственно, тут же как бы все одинаково приблизительно делалось. И высоты будут одинаковые везде. Особенно там, где комнаты, где есть здесь 4 окна. Наверное, хорошо. Наверное, да. Наверное, это хорошо выглядит. Теперь нас ждет этот самый монтаж. Собственно, монтаж. И я уже говорил, да, что мы просто посмотрели, чтобы ничего не мешало. Снимем все и будем уже заниматься, собственно, самим монтажом, грунтовать, подпенивать, потом чуть подштукатурим и сразу же, как только прихватится, пришлепнем обратно их. Чтобы не ждать полных высыханий, потому что это, ну, как бы бессмысленно будет. Просто наберем какую-то часть, подождем там часик, например, и еще раз жиденького накинем и нормально. И шлепнем через эти самые, через ласточкины хвосты и так далее. И будет, скорее всего, хорошо. Ну, да, наверное, да. Здесь везде подкладываю арголит, чтобы не напрямую в подоконник,
чтобы можно было подмазать, использовать какую-то смесь, еще что-то. Ну, как-то, чтобы можно было по-нормальному сделать. Вот, все укрыто, закрыто как-то. Попробуем, посмотрим. Что-то уже очень так как-то сложные они. Тем, что прям все в воздухе. Абсолютно все в воздухе, а привязки здесь не очень-то точно сделаны. Вот эти вот гипрочные где-то повыдувало чуть местами, что-то там туда-сюда, какие-то миллиметры, хотелось бы классно, но не всегда получается. И тут такой момент, что все-таки, как по мне, лучше было бы, но уже не будет. Но было бы лучше, но не будет. Лучше было бы все-таки нам выставляться первыми, и чтобы по нам уже делали откосы. То есть, как мы бы дали бы точный четкий маяк. Мы бы прям поставили четко, там, примазали, еще что-то. Ну, как бы оно бы встало крепко, классно. И после этого по нашим вот этим вот всяким штукам, как по маякам, можно было бы сюда строиться вообще очень классно. Ну, такое мнение. Ну, ладно, уже будет как будет. Уже везде эти откосы есть, и нам приходится к ним подвязываться. Лучше было бы наоборот. Так, а что, а вот. Говорил. Подгрунтовано, добавили пены везде, и это самое. Можно даже больше, можно вот так примерять чуть. О, надо чуть больше еще закинуть штукатурки. Вообще свежий, только что свеженький. Надо дать ей чуть-чуть привстать. Вот. Ну вот так где-то должно там быть, что-то такое. И чуть еще сюда валик такой сделать, сформировать. Вот так, побольше. Можно вот как здесь, например. Вот так. О, вот так было бы, наверное, неплохо уже. Там, миллиметров 5-6. И потом сюда еще свеженько. Вот чуть-чуть приставить нормально. Ну, как обычно, как бы на второй слой. Это ротбанд, да. То есть первый слой дал, чуть прихватился, сразу второй. И вот подождать, и сразу можно пришлепывать прям детали. И вот оставляли эти самые дюбели. Там сверху у меня анкеры рамные. А тут, по-моему, где-то тут дюбели, да. Вон дюбель. Сюда нормально дюбели на эту самую, на вертикали. А вот там, наверное, анкеры. Они же ты под углом их вот так сделал, два, и все. Если они там, ты их закрепил, то оно уже никуда вообще не отвалится. Ну, как бы под углом, как она. Если под углом у нее вот так, ну, никак. В общем, вот. Надо подготавливать и шлепать их. Тяги наши. А нет, что-то мы подумали, короче, что да, не надо ждать промежуточно. Не надо ничего ждать, потому что оно довольно плотно получается. Тут, ну, так бы, там есть расстояние, но оно не течет. В принципе, оно нормально, плотненько. И вот, если посмотреть на эту штучку, где она, да, неважно, вот так она как-то должна быть. Там, вот смотри, что под ней, там реально мало. То есть оно не течет, вообще не ползет. Если мы сейчас плотно, хорошо заполним, сразу надо штукатурку приклеим. Скорее всего, так будет норма. Так будет норм. Благо у нас пару окон, и у нас сегодня суббота, и мы начнем дальше двигаться только в понедельник еще. Мы сможем посмотреть, как эти два окна, которые мы сделаем, как они будут себя вести. Я думаю, так. Наверное, будет так неплохо. Да, вот смотри, вот так это должно быть, тут по отбивке. Так, так, ну вот там чуть-чуть. Там реально там полсантиметра. Вот так должно где-то приблизительно там быть. О. Очень мало, очень мало. То есть можно смело накидывать, пока все жиденькое, оно как раз там замес произойдет, и будет прям круто. Угу. Тем более все приготовлено, только надо попасть в эти самые, в дюбели. А там ты закрыл, да? А там ты закрыл дырочки. Дырки закрыл. Ну, будем тыкаться как-то вслепую, как котята, что делать. Там у нас эти вытарчивали. Вот эти вот ребята. Вот они. Мне очень нравятся, я очень люблю их, они классные. Ну, и тем более, я говорил, да, они под углом, там приблизительно как-то вот под неким углом они в эту арку заходят. То есть, и когда они там будут, ну, как бы закреплены в распор, то как бы она никогда уже вниз, ну, не сможет уйти. Ну, как бы никогда не говори никогда, но как бы когда вот так она в распор крепится, там, достаточно 2 штук, и это будет достаточно. Плюс приклеивание еще. Так, да, ну а как-то оно получилось. Оно получилось, вот здесь должны быть привязки жесткие. Это, конечно, накладывает некие ограничения. Потому что тут подоконник, он такой, колевки, там вот эти всякие штуки. И у нас привязка идет самого как бы валика, самой конструкции к подоконнику. Даже не конструкция, а самих абрисов архитектурных. Ну, в общем, не очень-то просто, ну ладно, хоть как-то. Главное, что тут я вижу, привязки получились, все хорошо, это смонтировано как-то. Ну, подождем, посмотрим, придем в понедельник, посмотрим, как оно подстынет, что, куда там станет, как оно себя будет чувствовать. Ну, наверное, неплохо, наверное, выглядит не очень-то.
оно как бы плохо, может даже и хорошо местами. Ну, естественно, надо подмазать это все когда-нибудь, это должно все полностью высохнуть, просохнуть. Что-то тут будет, какие-то малярные еще работы произойдут. Но, в принципе, нам чего? Нам надо было понять, сможем мы так продолжать все окна. У нас еще осталось 10. Всего к 12 мы сделали только 2. Да, наверное, да. Надо делать, потом в сухую выставлять, примерять, рассматривать, понимать, как чего, потому что какие-то свои нюансы на каждом окне, кирпичик торчит, еще что-то. Потом разбирать и приклеивать. Ну, да, можно так делать, в принципе, нормально. И фиксация, конечно, да, сразу же этими самыми. Где-то саморезы с тюбелями, где-то анкеры. И как-то так оно приблизительно и будет, наверное. Тут получится потом хорошо, когда все это обдерется этот скотч, уберем. Мы сюда старались, вот тут мазнул, например, вот сюда, чтобы можно было убрать скотч. И сюда как бы по уровню кирпича вот так пойдет глубже, пойдет как будто бы шов. Ну, такая идея была, задумка. Не знаю, как оно будет, но понятно, что тут будет как бы единая, как будто штукатурная часть внутри. Вон, кстати, какое-то залипание всего происходит, да? Очень хорошо и плотно. Вон, плотненько стоит. Вот. Прочистится и будет, наверное, хорошо. Да, тут я вспомнил, почему мы так подвязаны, почему мы так узенько пошли. Почему получается так узко у нас. Потому что тут большая, серьезнейшая переплата, собственно говоря, серьезнейшая переплата была бы на размерах подоконников. То есть там счет сразу шел на несколько сотен тысяч, если бы подоконники увеличить по ушам, ну там на 5 сантиметров, на 3 сантиметра, на 4 уха. То есть тут как-то так получилось, что вот размер подоконника, и это одна стоимость, а потом увеличить его на 10 сантиметров, это уже была бы там стоимость плюс там несколько сотен тысяч. То есть поэтому не трогали размер подоконника, взяли какой-то самый такой оптимальный для ширины окон, для всего вот такого. И уже после этого привязались к подоконнику, собственно, получается, самой формой угловых декоративных вот этих вот элементов, обрамлений, откосов. Ну, вот так. Ладно, мы будем продолжать и потом когда-нибудь посмотрим, как оно получилось в результате. Ну, посмотрим так. Ну, наверное, не. Ну, так, да, хорошо. Короче, что, подрезаем дипрок. У нас следующая неделя рабочая. Я к тому, что были выходные. И я так заметил одно место, я просто констатирую, что мы подрезаем везде дипрок. И не везде это все в уровне, естественно, потому что где-то там по старой стене, потому что мы пошли дальше по квартире. Вот. Казалось, что удобно ножом резать, да? Пытались вначале и ножовкой, и тем, и тем. Надо будет потом запенивать сюда еще, конечно же, надо все запенивать и это самое. И сюда подзапенить тоже, если будет сюда место такое. Ну это понятно, все, вот отрезано тут получается. Вот так. Надо дальше, я к чему? Надо дальше натягивать, вперед тянуть все эти штуки. Так прикольно получилось, кстати. Я пока шел к тому окну, которое хотел показать, застрял тут, потому что у нас тут классно получилось. Я не помню, показывал или нет. Мы сначала сделали из фонаря, такая штука была, и нам оказалось чуть мало. И чтобы выиграть 5 сантиметров, мы сюда зарезали просто, уже не снимая, как бы, чтобы можно было вот так заряжать и вот туда тянуть. Вот такая штука получилась у нас, потому что, ну, как бы, что очень долго настраивать. Мы же переместили, как бы, платформу с радиусом. Он у нас сначала в одну сторону был, потом мы переместили, чтобы собрать все в кучку. В общем, это получилось прикольно, я так не делал еще. Это прикольно, то есть мы как бы, она зафиксирована, пришлось вырезать ее прям по месту, ну, нормально. Зато у нас есть нужная длина. Пойдем покажу то, что хотел показать. Здесь приготовлено. И надо подпенивать, и вот такое все. И в сухую мы для чего готовим? Чтобы в сухую дальше раскладывать. Там у нас осталось по этой стороне, получается, это были тренировочные 2 окна. Такие мы посмотрели, как чего, как работать именно с этими деталями. Дальше понятно. Дальше эту половину можно закончить одним подходом. И там оставшиеся окна в другой половине квартиры. Так, что я хотел показать? Что у нас время прошло. И здесь не то, чтобы оно не высохло там, но как-то оно уже все хорошо схватилось же, понятно, там после за выходные. И вот хороший звук, правильный звук, да, это хорошо приклеилось. А вот здесь у нас, я помню, был этот самый, случился, треснуло, когда ставили, прижали чуть сильнее. И, видимо, там что-то произошло, потому что,
вот хороший звук такой, как должен быть плотный, тут плотно все, а вот здесь не плотно. Надо будет разрезать прям или засверлить сюда и поддуть потом этим самым, ну, раствором, гипсом, штукатуркой, неважно чем, короче, поддуть, потому что там получилась полость. Вот, и она теперь поигрывает там, может из-за того, что там трещина была. Она смогла как-то двигаться, когда какие-то подвижки были, вот. Можно дополнительно зафиксировать, даже просверлить еще раз, и что-то туда подфиксировать еще в кирпич каким-то образом. Но вот такие места надо вылавливать, потому что я помню, что был у нас момент, что-то мы вспоминали, что мы как-то тоже ставили, но ставили прям в пустоте. Получилось, мы поставили в пустоте, а потом заполняли. И что-то местами потом как-то оно что-то трещало потом, по прошествии времени. Лучше вот, наверное, лучше вот так все-таки делать. Скорее всего, лучше так, когда у тебя плотно, внутри как плотно. А тут же гипро голый, вот такой, понятно, да, а тут прям мощно. Хорошо, тут очень много, ну, как бы полное заполнение штукатурка получилось внутри. Вот эти вот. Вот тут мы уже хорошо приноровились к конкретным условиям, да, я помню, показывал, что мы тут выборки такие делали, чтобы потом это был равномерный такой срезик сюда. Вот хороший звук. Это хорошо. И тут хорошо. Вот так надо, чтобы было все везде. И надо проверять себя, простукивать, смотреть, чтобы где-то, если вдруг чего, чтобы это можно было залечить, подлечить. Как бы своевременно обработать все, чтобы потом все было хорошо. Вот так. Еще 2 окошка мы поставили. Вчера мы поставили. Пошли мы дальше вчера и приготовили там еще одну сухую, расставили окошко. У нас есть, да? Все сделали. И вечером посмотрели то, что мы поставили. И оказалось, что 2 крепежей, мы делали 2 крепежа сверху и снизу, было недостаточно. Это не круто. Ну, как бы мы подумали, надо, но не надо. Пойдем сейчас посмотрим. Подумали, оставить так или не оставить. Нет, так оставлять не надо. Короче, что, 3 миллиметра у нас пузо получилось на 2 этих самых, на 2 вот этих вот валиках. Вот на этом, я не знаю, камера это не увидит. Это не видно пока что. Это не видно в пятнах, когда все, но это будет видно по-любому в конце. Поэтому надо заменить. Вот я глазами вижу отсюда. Я вижу отсюда, вот здесь, прям вот чуть-чуть что-то искажение. Но вот здесь будет кирпич. Это мы просто закрыли, укрыли вот это место, чтобы, ну, чтобы не запачкать. Но потом тут вот эти все слои скотча отсюда уберутся. И этот угол, он станет ровный. Сам угол, стенка покрасится, она будет покрашена. Потом там будет промежуточек кирпичика. И потом будет вот эта штука. И это обязательно станет видно. Поэтому нет, косяк надо раскосячивать. Сейчас я покажу другой рукой. Так. Так, там прижал в угол, там прижал. И снизу получаем, вот они, 6-7 миллиметров. Получаем снизу, это пузо. То есть я к одной стороне туда, получается, прижал. И вот тут, хопа, и вот так. Жидкий раствор был. Вот он. Угу. Был жидкий раствор. И у этой штучки структура арки, она вот такая. То есть сюда, внутрь она не прогибается, а вот сюда она как бы изнутри, она прекрасно выгибается. Вот она и выгнулась. Надо 3-й крепеж, обязательно 3-й. Надо все-таки. Почему-то мы подумали, что да зачем, вроде оно так все нежненько ставится само. Нет, не нежненько. Все-таки где-то жидковатый растворчик, он чуть-чуть где-то там подтекал, под своим весом опускался, это все потихоньку выдувало. И мы когда заметили, уже было поздненько что-либо делать. Поэтому давай попробуем сбить это все, срубить. Ну, 2 штуки точно надо. 2 штуки надо. Все остальное вроде норма, а 2 штуки плохо. Вот так и вот так. Тут 4-5 миллиметров получается. Это 5 миллиметров, это как бы разделить на 2, если я прижал в одну сторону, там так же я делал, да? Прижал в одну сторону, и вот получаем 5 миллиметров. Значит, по 2 миллиметра где-то разница. Ну, в среднем, да, вот так. Вот такая разница будет. Но это прям в углу, она не должна здесь быть. Не круто, что, не круто. Ну хорошо, у нас будет вариант сейчас, ну, возможность посмотреть, как мы это установили. Хорошо это или плохо. Мы снимем, получается, одну здесь и одну вот здесь, стойку.
как бы два валика. Демонтируем, подрубим чуть-чуть штукатурку и обратно поставим. Ждать высыхания не будем, оно там и не высохло, мы не будем ждать высыхания. Вот этого будет достаточно всяко, чтобы оно все равно плотно туда встало. Какую-то супертехнологичность мы не будем здесь, ну как бы, преследовать. Можно было бы, но мы не будем. Сделаем сейчас так, как есть. Посмотрим дальше потом. И да, я показывал там, что у нас был момент, что где-то там оттрещало и был была вибрация все-таки. Мы проверяли везде. Дальше мы ставили так же, и ничего нет. То есть там что-то произошло такое, что чего нам сейчас удается избежать. Тем, что мы, может, правильный раствор раскладываем, лучше, больше и так далее. В общем, надо менять. Надо поменять два валика. И быть аккуратнее, и ставить сразу. Ставить, кстати, как избежать нам? Нам нужно по центру здесь ставить анкер. Здесь дюбели и саморезы, ну, большие саморезы, да, оцинкованные, чтобы легче было играть, поигрывать им. Но здесь по центру надо ставить анкер. На анкере она не сможет двигаться туда-сюда. На анкере она как встанет, как ты ее, как бы анкер же распорный, как ты ее зафиксируешь, так она и будет стоять. Тут на анкере мы ставим вверх, везде. Все, откручиваем. Откручиваем сейчас прям это самое... Вживую попробуем рубить на это самое топорами. И я говорил, да, что это может быть не технологично на мокрое клеить обратно, но мы хотим сейчас приклеить, чтобы пришел маляр и все тут обработал. Ну так тут надо. Если вдруг это будет вибрировать, мы переделаем еще раз. То есть я беру под свою ответственность то, что мы будем делать сейчас как бы на мокрую. Если надо будет, переделаем еще раз. Это, ну как бы... Если надо будет отвечать, то за это я буду отвечать, получается. Вот так. Я отсюда. Откололи. Вот так. Вот такое приклеивание было. Норм или не норм? Наверное, норм. Если бы высохло, было бы лучше. Ну вот так. Получается вот такая плоскость приклеивания. Больше зацеп, наверное, не нужен был. Вот мы наделали, насечка наша вся тут осталась. Что получается сейчас топором? Надо насечь, срубить это все, чтобы можно было новую пришлепнуть сюда. Хорошо, что мы сейчас это делаем, пока оно мокрое. Сухое было бы сложнее, она более вязкая была бы. Вон видно наши эти самые. Так и оставим здесь, потом в тех же местах можно будет засверлить на новых и переделать. Нормально. Вот так, потихоньку. Чуть-чуть подрубить, чтобы новое встало в то же самое место, где было это. Ну и понятно, тут где пузо, надо больше, конечно. Готовили, подрубили это все. Ну да, с таким зацепом что-то я очень сомневаюсь, что оно будет что-то пытаться отторгнуть и так далее. Зацеп мощнейший. Ну, в принципе, это хорошо, можно было сейчас даже прям туда вкручиваться. Да нет, мы не будем туда вкручиваться в эту штукатурку. Мы будем использовать все то же, что и было. С одним дном, что сюда где-нибудь по центру шлепнем этот анкер. Тут и там. И будем впредь ставить анкера. Сколько с ними лучше будет, чем без них. Надо, чтобы было ровненько все. Надо, чтобы было хорошо и четко. Ну и всплыла еще одна ошибочка, учитывая, что вот как они тут хотят все обламываться. Потому что мы сделали две подложечки таких. И лучше бы правильнее было бы их делать частью одной большой приподнятой. Чтобы была бы одна, как бы, выглядеть это должно было как-то так. То есть такой толщины, что-то приподнятое, и ты как бы не на столе это делаешь, а часть, чтобы это была одной большой штучки какой-то, одной большой подложки. Это было бы правильно так делать, но мы так, ввиду того, что мы давно это делали, мы все-таки сделали прямиком на столе. Эти твари, они отплюхиваются, щелкиваются. Поэтому приходится промазывать их, то это, и, короче, они подзакусывают иногда детали. Это создает большие неудобства. Ну ладно, уже в следующий раз когда-нибудь. Ну видишь, как разы там бывают раз в несколько лет. Но я давно помню, что я такое вот приблизительно делал.
именно с тем, что вот что-то такое, два одинаковых, чтобы одновременно получалось. Можно рисовать, в принципе. Оно должно было иметь такой вот вид. Раз, первая подложка, хоп-хоп, вторая подложка. Такие вот штучки. Вот такой вид должен был быть у подложки. То есть первая, вот деталь номер 1 и деталь номер 2. Вот так. Вот так должно было быть. Так было бы лучше. И оно было бы цельно тогда, и никуда бы раствор сюда бы вот не попадал. И не отторгал бы. Ну ладно. Уже так мы сделали, и так, скорее всего, мы и будем продолжать. Просто оно иногда закусывает, и вот так вот придется теперь тут аккуратно себя вести очень. С такими штучками, подламывается местами. Вот как-то так. Там мы одну поставили, и померили все, и она норм. Теперь мы вот эту сейчас также поставим. И это самое. И может быть тоже будет норм все с ней. Мы там промерили, посмотрели на нее, все хорошо. Так, как надо. Да, теперь уже там по центру есть этот самый анкер. И будет тут же. Тут опять будет свой тоже анкерок. Видишь, твоя вонючка. Теперь обратно. Теперь ее сюда присосало. Видишь, я вот двигаю ее. Вот сюда надо смотреть. Вот так. Я ее двигаю, и это самое. И увеличивается. Короче, теперь ее засосало наоборот. Но у нас тут не этот самый. Не использованный как раз таки анкер. Вот он. Опа. Сейчас мы анкером ее подровняем прям идеально. Потому что на нем можно вот на этих штуках распирать. Вот они. О, такие зацепы есть. Вот, и будет так же, как там. Там мы хорошо сделали, сейчас так же хорошо сделаем и тут. Но если вот я говорю, вот, смотри, вот там, хоп, все норм, и 2 миллиметра местами, да, 2 миллиметра возникает. И кверху тоже идет хорошо. Угу. Ну вот, надо более аккуратно к этому относиться, чтобы вот так вот не переделывать. Как говорит, вход рубль, выход 2. Короче, это самое, пришлось сломать и туда вот запихнуть какую-то подкладку типа омерзительную, гаденькую. Вот туда прям. Миллиметр. Теперь у нас миллиметр в другую сторону, но это уже, это несущественно, это уже как бы ни о чем. И теперь как раз можно вот разжать анкер. Вот так. И вот так, надеюсь, это все будет держаться. Ну да, миллиметр теперь в ту сторону. Ей теперь удобнее туда заходить. Ну это всего-то миллиметр. А было 4 или 3 или 4 сюда. Было хуже, чем стало. Стало лучше, наверное. Вот как-то так. Вот так. Ну да. Ну, скажем так, это ручная работа, да, сделана руками, может оно и само по себе где-то не ровно. Ну, это уже хорошо, это уже намного лучше, чем было до. Намного лучше, чем было до этого. И еще для этого подложил чуть-чуть этих арголитиков туда, и норм, и хорошо, и пойдет. Да, ну, да, миллиметр вылавливать мы не будем уже. Это уже норм, это уже хорошо. Я думаю, да, пойдем дальше посмотрим, что мы там. Не зря мы тут все рубили, все это снимали. И изничтожали. А, нет, тут круче, тут вообще. Тут, ну, да, вот тут миллиметр где-то. Ну, ладно, это руками все сделано. Ладно, закосячили и раскосячили. Накосячили, а потом раскосячили. Раскосяченное на косячном дне считается. Так что вот можно идти дальше заниматься. Что с тобой? А я так бежал, я бежал снимать, что она все-таки засверливает, и все-таки она задувает. Ты же тут передуваешь, да? Нет. Я эту трещину просто не заметила. А, ты в одну, она сверху, я вижу, да, там задувала? Да, вот. Ага. Вот, я тут заходил, тут стучал, я снимал просто, ты же не знала, что я снимал. Я же говорю, там надо сделать. Ну да. Вот норм. И тут не задуто. Ну тут как-то слышно, оно как-то пролилось, но не полностью. Ну это классно. В общем, я покажу, что мы все-таки это делаем. Что мы не забыли об этом моменте. Мы все-таки это делаем. Констатирую факт. Тобой. Как обычно, все мы делаем тобой. Я хожу, видите, снимаю, получается, да? Но если видео смотреть, то как будто бы я хожу и вы снимаю. Линку мы доставили все эти штучки. Все эти обрамления откосов. И там доставили, и тут доставили. Ну вот так. Как-то так. Все стоит теперь.
что такой видок, да? Ну, тут все в процессе, не знаю, я что-то не хотел в процессе, потом думаю, да, дай посмотрим в процессе. Ну, потому что тут низа, вон там где-то обломанная, еще что-то, низа не готова. А так-то в целом, если смотреть, так уже оно так брутальненько, да, красивенько, брутальный кирпич, и вот так вот как-то оно приблизительно вот так. Саша вон точно, смотри, что делает, смотри, льет просто туда, заливает, чтобы красиво было. Да, наверное, да, на кирпиче оно, конечно, получше. Тут уже маляр сделал откос нам один. Так можно издали посмотреть, потому что он не готов. Но издали уже, в принципе, мы тут ходим такие, ну, наверное, да, уже в принципе, в Пинтересте можно как-то закидывать, наверное. Неплохо, вполне себе неплохо. Но еще низа, везде низа, и это будет, низа будет в самом конце, когда Саша обойдется уже, потом в самом конце можно будет низа примыкания конкретно к подоконнику делать. Но издали уже как будто бы и норм, да? А, смотрю, что маляр, тут лента уже, вон лента видна, то есть сюда лента наклеилась. Да, получается, что все равно сюда на полку заходит, да, но с другой стороны, я же пробовал по-другому как-то делать, чтобы, ну, типа, чтобы под эту ленту делать как бы посадочное такое кое-что, сейчас нарисую. То есть ты делаешь, у меня там, ну, как бы идет валик, например, заканчивается, выход, и вот пошло как бы в откос, да, такая штучка. И я вот сделал вот так ее, да, вот здесь, ну, например, и сюда примыкание к гипроку условно. И вот это заделывается, сюда ложится лента. А я как-то делал, что вот так, вот так. Вот у меня, например, пошел откос, потом хоп, обрыв, и еще там 20 миллиметров или сколько, и вот так. И вот так здесь под 25 градусов, какой-то такой геморрой, короче, был. Вот так, и уже отсюда вот так вот как бы идет гипрок. Типа, чтобы сюда вот укладывать ленту. Вот так это я делал. Но это не так уж нужно, потому что не очень точно, не всегда точно вот этот угол, который был, собственно, у детали, у самой детали гипсовой, да, не всегда совпадает с существующим откосом. Если бы сначала его выставлять, опять же, лучше бы, наверное, так, что сначала выставить сами детали и потом к ним примыкать как бы каким-то гипроком, либо штукой. Короче, использовать как маяки, тогда было бы более точно, наверное. Но наоборот, все-таки туда-сюда, подворотик, где-то что-то, и вот этот угол получается вот в таком варианте, и в таком, он как бы выступает иногда. Там, например, как там было вот так, вот так, вот так, вот так, да. И здесь должен быть гипрок, но гипрок бывает появляется где-то снизу или с другой стороны, и надо вот это срезать, убирать. А здесь так и происходит местами на всех этих наличниках у нас, на всех этих обрамлениях. И где-то вот местами видно, маляр сюда зашел, то есть шпаклевочкой, ну, потому что надо, чтобы одна плоскость была. И поэтому это имеет, ну, как бы мало смысла вот такие вот геморрои устраивать. Так что и так нормально, потому что все равно местами оно подрезается, местами даже довольно сильно. Но так посмотришь и хорошо, в принципе, да. Это будет работать. Скорее всего, это будет работать с этими лентами. То есть они будут как-то отрабатывать, да, отрабатывать эти ленточки, будут что-то. Ну, потом подшкурится, все подровняется туда-сюда, и будет как будто бы здесь это было, как будто бы здесь оно как бы, и как будто бы здесь оно было и придумано. На самом деле вот так. Ну, останутся еще везде, тут много окон все-таки. Потом одномоментно лучше пройти, Саша, наверное, пройдется, и все вот эти вот вытащили, кстати. Эти, не без труда вытащили вот арголитики оттуда. Ну да, но зато теперь нормально можно как-то заделать это примыкание, раскрыть полностью подоконник, обработать все классно и потом как-то подойти к этому так, ну как бы более так четенько посмотреть, чтобы хорошо получилось. Чего, окошки окошками, но пока там Саша одна их подмазывает, и пока она дойдет, это будет, там, времени пройдет несколько недель, пока она дойдет до конца, а потом она еще спустится вниз, чтобы заделать примыкание. А я думаю, что я как раз подзадержу выпуск этого ролика, и я смогу снять где-то готовое что-то, чтобы показать, чтобы это было слитно. Конкретно в этом ролике. Потому что мы уже опять перетащились оттуда, с той половины в целом квартиры, перетащились сюда, стащили все барахло, чтобы заниматься подготовкой покраски. Мы договорились о покраске с собственниками и будем красить. Значит, пойдем посмотрим, что они делают. Потому что это будет завершение, скорее всего, этого материальчика. Саша там подматывает, а вот тут подшкуривает, товарищи. Товарищички.
подшкуривают то, что мы Товарищи женщины, вообще-то сотрудники женщины, все верно. Так вот, сотрудники женщины, они, что мы сделали, я напоминаю, даже сам себе, поскольку мы давно довольно это закончили, этот момент, у нас были какие-то паузы, там связанные окошки, туда-сюда, так, они трещотки, надо валить оттуда. Мы везде подшпаклевали и ждали, как бы у нас было зашпаклевано, все классно, подшкурили, потом еще раз отшпаклевали плоскости, отшпаклевали уже на этот раз чем-то, ротбандпастой, да, отшпаклевали падуги и оставили, ждали радиаторы. Радиаторы поставили несколько недель назад, недели 2-3 назад. Это все тут как бы прогрелось хорошо. И где ему нужно, оно, возможно, потрещало. Не знаю, потрещало ли сильно, поскольку там, вот там на всей одной комнате нашли где-то внутри там что-то, какую-то трещинку вот так, где-то там 30 сантиметров. Но вот это то, чего я ждал. Я именно для этого все и как бы подстраивалось, чтобы так происходило, чтобы оно сейчас от температуры, чтобы оно где-то чуть-чуть, где-то потрещало. И чтобы мы во время вот этого ошкуривания, контрольного, финального перед покраской, чтобы мы эти трещины замечали. Вот как-то вот так. И это, как по мне, так хорошо поступать. Вот. Дождемся окончания этих подмазки этих окошек где-то чего-то и посмотрим в целом, потому что, чтобы это относилось к этому ролику. А я уже прямо сейчас начну снимать следующий ролик, который будет относиться к покраске. Вот. Ждем, значит, пока Саша куда-то дойдет и чего-то там где-то сделает, поскольку вот такое. Вот. Хорошо бы посмотреть, как оно получится слитно с подоконником. Было бы классно увидеть это, да, в этом ролике. Так. И тут еще такой момент, вот там не видно, тут все, вот тут стоят, ничего не видно. Короче, вот там под подоконником есть кусок гипрока. Я думаю, его видно отсюда, вот так, если посмотреть. Где-то вот там. Так вот, он там не просто так, это будет гипсовая. Я что-то сейчас вспомнил, мы будем это изготавливать, мы уже в процессе. Это гипсовая, как бы, я не знаю, как правильно назвать, подоконник под подоконником, консоль, суппорт. Что-то такое, но не сандекс, сандекс сверху. Это какая-то другая архитектурная деталь, которая будет поддерживать подоконник. Собственно, мы придумали, как ее сделать лучше. Шире нельзя было, в размер не хотели четко делать, поэтому самому слишком много совпадений. Ну, посмотрели, да, так делают, так можно делать. Чуть-чуть уже, чем сам подоконник, без привязки особо к линиям. Вот такой он. Сейчас посмотрим профиль. О, Саша, иди к нам. У нас для тебя есть кое-что. 2 штуки, кое-чего. Пойдем. Не хочет. Не хочет, знает, почему не хочет. Потому что идет типа это самое. Чего? Вот, короче, вот профиль. Сразу вытянули. И туда кусок отрежем. У нас как раз получается из палки 2,40 получается, 2 штуки будут. Вставляем под окно сюда. И углы будут отдельно, потому что углы, они же поворачивают. И углы надо делать отдельно. То есть по месту делать их нельзя. Ну, как бы можно, но это тупо. Потому что очень долго делать каждый угол. Тут 12 окон, 24 угла. Так не надо делать. Надо сделать отдельно углы, отлить их, и потом просто центральная часть и 2 угла. Центральная часть, 2 угла. И здесь под окнами везде пойдет как бы вот этот вот, ну я бы сказал бы суппорт, наверное, суппорт, да, поддержка. Что-то вот такое, консоль, такая штучка, которая будет поддерживать подоконник. Она очень простенькая. Думали там и так, какое-то усложнение, какую-то еще каемочки, что-то еще не надо. Потому что если посмотреть по всей этой, как бы, по всему даже вот этому помещению центральному, тут 2 комнаты, тут куча геометрии, и все вот эти двери, которые, вот же дверь, вот еще печка геометричная такая, геометричная, там дверь, тут дверь, там дверь, там дверь. Это же везде здесь будут, как бы, старые, как копии старых дверей. Я не знаю, почему тут, наверное, не сохранилось. А сейчас пойдем посмотрим на кухню. Тут есть остаток где-то. Тут все остались деревянные вот, как бы так, панели, которые закрывают как бы вот в проеме самом. И вот такие обычные двери. То есть тут будут, как бы везде по всей квартире будут обычные вот такие вот двери. То есть филенчатые, фигареи, вот это вот все, короче, как оно и должно быть. И вот я нашел еще наличник, то есть здесь пойдет еще наличник. У нас, кстати, есть уже распечатанный вариант, то есть сам наличник. То есть еще наличник вот такого плана, то есть он тоже довольно геометрический, я путаюсь, я не знаю, как правильно сказать это слово. Ну, я не очень-то умненький, наверное. Но, в общем, вот такой геометрии будет везде очень много. О, вот, нашел, вот такой он будет. Нам там надо будет его где-то еще, наверное, изготовить в этом месте, но не суть. В общем, вот он, вот такой.
1100 на 200, сколько там, на 24. Вот такой он тоже такой профиль серьезненький, да? И вот поэтому тут надо как бы, вот так будет нормально. То есть он должен быть не очень, не тянуть на себя внимание, потому что и так уже все эти штуки вокруг окон, то есть и тут, и вот это уже будет, и еще там же везде все эти двери, все эти печки, все это, и еще эти двери будут, филенки, наличники, тут десятки метров только наличников будут, очень много геометрии, очень много, а сейчас это все скрывается в пятнах таких световых, да, но потом, когда это покрасится, все это очень серьезно будет работать, так что поэтому вот так, чисто вот так, хорошо, это будет хорошо, скорее всего. А, и что я говорил, Саша, пойдем, а мы вот нарезали вот уголочки, которые надо бы сделать. Надо сделать, перевести в эту модель, сделать модельку правый и левый. Ну-ка, вот так. Вот. Угол, надо сложить их и отформовать. Ну, сначала дать им высохнуть, собрать их правильно, красивенько сделать, отформовать, и потом пойдет как бы кусок, с одной стороны угол и с другой стороны угол. Так легче с ними работать. Потому что каждый раз собирать вот этот угол, вот там на стенке, да, каждый раз вот его собирать и подмазывать, это так не надо делать. Проще вот такими кусками потом, как бы, у тебя два шва получается заделать, так лучше. Так что вот, потом посмотрим, как они получатся, когда они там встанут, как они получатся у нас, эти штучки, эти как бы суппорты, наверное, суппорты. Модельки. Модельки, уголочки будут такие. Ни одной формы их шляп. Залить и все. И будет хорошо. И потом деталь по центру. И с двух сторон шляп, и потом шпателечком вот тут шляп. Ну, не кусайтесь. Вот. Ну, норм. Пойдет. Да? Было так классно и аккуратно, все разбило, да? Нет, не разбило. Не разбила, ну пора. Все классно. Она делает бассейник. Маленький бассейник будет. Смотри, из кусков тяг, были куски тяг каких-то сухих. И делает бассейн. Вполне себе достойный. Это что у тебя будет? Опалубочка будет, чтобы туда силикон залить. Смешно из кусков тяг. Ну да. Я понимаю, вот ты когда уже все говорила, смотри, так весело смотреть, как она красиво льется, Весело. Натуральный мед. Так, вот ты делаешь. Заливает штучки, дрючки. Прикольно. Нормально получилось. Да, хорошо получается. Пойдем посмотрим, нужно наливать какую-то часть. Вот такие углы. Собственно, вот они такие. Потом их туда хоп, насечка, приклеил. И потом можно уже выставить, потому что деталь-то вот такая, она как бы плоская. И там плоскость самой стены может что-то туда-сюда быть, такое, этакое. Поэтому не всегда вот эта толщина может правильно совпадать. Поэтому надо ими поигрывать чуть-чуть с этими штучками. Сейчас покажу. А вот поставили уже. Там в сухую, правда, прикрутили, потом Саша сама пойдет, будет приклеивать, сразу отмазывать. Ну, понятно, чтобы здесь можно было, Оля говорил, да, что-то толщина туда-сюда не совпала, там где-то миллиметр. Они сейчас просто прикручены в сухую, потом она снимет и приклеит, и будет норм. А выглядит в целом вот так. Нормально. Вполне себе, даже и прилично. Наверное, ну, как бы в целом в сборе вот такое получается. Такой суппорт, пускай будет суппорт, пускай будет что-то. Консоль, не консоль, суппорт, не суппорт, что-то такое, поддержка такая. Ну да, наверное, хорошо вот так. Ну да, так смотришь, хоп-хоп, и вот так. Ну да, норм. Так, и чё? Я все ждал, когда эти окна не получилось сделать до конца. Но так у нас же пошла все везде вообще покраска. Не везде, но много где. У нас идет покраска. И у меня будут выходные, я могу как-то монтировать этот ролик. Поэтому давайте посмотрим, что в данный момент получается с этими окнами. Чтобы мы могли уже дальше, там, я мог снимать спокойно и монтажировать ролик о покраске. Так, где-то я видел, тут есть такие места, где можно посмотреть прям, как оно... Это самое. Заспойлерить чуть-чуть. О, спойлеры. Чуть-чуть спойлеры. Так оно покрашено. Нормально покрашено, беленькое.
Короче, в таком еще свете, ну, нормально, наверное, да, вот сделал, маляр там сделал в эти самые, подтянул сюда, к этому углу, как бы подтянул шпаклевочки, да вроде нормально, да вроде хорошо, вроде ничего так, да, наверное, да, когда все эти цветовые пятна уберутся, наверное, так будет хорошо, ну, я не знаю, как там четко, точно, вон, я вижу, Саша тут делала под гипчики, потому что тут гипрочик, и там сверху гипрочик. И, естественно, они не в одной плоскости. Она тут подгибала чего-то, потому что у нас вот эта штука, она в одной плоскости как бы. Саша тут штукатурочкой подгибала, что-то выгибала, чтобы оно как бы нормально вот свести две плоскости. Ну, вот так смотришь сюда, вроде в угол, вот он, читается? Читается как-то, и слава богу, хорошо читается. Ну вот эти вот искомые штуки наши, да, как они получились, да вроде так, как были придуманы, так и получились, вроде ничего так. Вот фронтальное окно. Получается вот так. И так каждая из них. Здесь не стали скрывать, потому что я сюда накрывку делал, и не старались срывать этот скотч. Не знаю, может и зря, может и не зря, чтобы не покоцать тут. Вот как-то так оно, в таком вот каком-то виде. Потом, когда, конечно же, когда это все будет краситься, получается, вот это под окном, вот эта структура, да, потом откосы и обрамление все валиком, это будет, конечно же, какой-то белый, другой какой-то. Скорее всего, это будет белый цвет, может быть, цвет потолка вот здесь будет, а может быть, цвет дверей, которые потом когда-то там будут. А стены будут другого цвета, конечно, тут будут какие-то обои, еще что-нибудь. И тогда это будет, конечно, смотреться прям уже классно, я надеюсь на это. А пока вот как-то так, такая идея была, вот такие вот сведения сделать, то есть попасть прям вот этим вот, как бы, желобком прям сюда, в этот самый. Тут еще не подшкурено, но будет подшкурено когда-то. Попасть прямо вот в ребро колевки, вот так, вот тут, наверное, хорошо это будет видно. Но тут как-то вот так получилось. Какое-то мое мнение, нравится мне это, не нравится. Да, наверное, норм, наверное, хорошо. Вот так все вместе смотришь, да вроде слитно, вроде хорошо все. Наверное, и на этом не стоит закончить этот видеоматериальчик, потому что я уже и запутался, я уже не помню, с чего я начинал его и когда я начинал, поскольку параллельно я снимал покраску и параллельно еще снимал еще что-то, и как-то оно вот так уже, и я помню, что я как бы очень хотел показать, как оно получилось, чего там в конце, но я вот приблизительно что-то показал, поскольку ждать еще месяц или сколько, когда там будет это доделано, когда все будет красивенько, ну, у меня уже не хватает терпения, я уже хочу как бы сделать, закрыть вот этот момент с этим, например, видеороликом, и чтобы уже он был опубликован, и спокойно снимать по покраске, дальше уже думать о чем-то другом. Вот такое какое-то мое мнение. И на этом я буду заканчивать. Вот. Всего доброго, до свидания, пока-пока.